Я думаю, что мы можем потихоньку начинать. Добрый день, дорогие друзья, коллеги. Мы очень рады вас приветствовать на очередном мероприятии Балканского клуба. Сегодня у нас два уважаемых лектора. Это в первую очередь эксперт по международной безопасности из Боснии и Герцеговины Джевад Галияшевич и доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН Елена Юрьевна Гуськова. Я думаю, что обоих экспертов вы прекрасно знаете из материалов СМИ, из публикаций, из научных изданий. Поэтому я думаю, что я здесь вряд ли что-то новое кому-то расскажу. Сегодня у нас довольно сложная тема региональной безопасности в Юго-Восточной Европе, в принципе региональной безопасности, военно-политический фактор, геополитический фактор влияния Запада на Балканах. Да, я вот вижу, что никто не пользуется синхронным переводом, а мы имеем возможность синхронного перевода. Если видите наушники, которые перед вами, не стесняйтесь, надевайте. Кнопка, которая указана где ухо, это смена канала. Первый канал русский, второй канал сербский. Язык будет вам идти. Сегодня у нас совместная лекция, как я уже сказал. Мы рады приветствовать и Джевада Галияшевича, и Елену Юрьевну Гуськову в наших стенах. Для нас это действительно большая честь. Как вы знаете, чуть больше, чем неделю назад мы также имели честь встретиться с председателем Скупщины Республики Сербской Ненадом Стевандичем. И для нас, конечно же, международное сотрудничество в нынешних реалиях особенно очень важно. И опять же, благодарим уважаемых гостей за то, что согласились сегодня провести эту лекцию. В конце лекции у всех будет возможность задать вопросы. Также с организаторами и большую помощь нашему мероприятию оказал Республиканский центр по исследованию войны, военных преступлений и поиску пропавших без вести лиц правительства Республики Сербской, за что мы им очень благодарны, а также фонду Горчакова, фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова. Я думаю, что не буду долго задерживать ваше внимание и передам слово уважаемому господину Галияшевичу. А можно я два слова скажу про Джевада? Вы что-то мало про него сказали. А просто этого человека надо превозносить, потому что мы должны все знать, кто присутствует сегодня в этой аудитории, что уникальный человек, человек честности необыкновенный, будучи свидетелем всех событий, которые происходили на Балканах. И не был он на сербской стороне, и не был на мусульманской стороне. Но когда видел неправду, он всегда вступал в бой. И свои, казалось бы, из Сараева мусульмане столько несчастья принесли ему и его семье. И били, и убивали. А он продолжает отстаивать правду. Приезжал в Москву во время всех этих событий 90-х годов. Здесь выступал. У него свое видение, не просто человека со стороны, а у него свое видение всех событий, которые происходят на основе источников. Изучает очень много и как раз мусульманских стран источников, арабских стран. Понимаете, человек, который теоретически так подкован, что очень трудно ему возражать тем, кто занимает просто, допустим, сербофобскую позицию. Вот, и Джеваду огромное спасибо за его жизнь, борьбу за истину, которая показывает именно не то, что мы сами себя защищаем, а очень важно в этом мире просто еще и говорить правду. Хотя бывает очень трудно. Угрожали ему, угрожали его семье, детям. Поэтому я очень рада была, что Джевад приехал в Москву, что встретиться здесь, в этих стенах с вами, и вы увидите, как надо себя вести вот в таких сложнейших ситуациях, оставаясь честным по отношению к себе и по отношению к близким вокруг нас, и по отношению к тем событиям, которые происходят. Никогда не говори что-то, чего ты не знаешь, а всегда говори то, что ты очень хорошо знаешь и изучил, и только тогда это будет правда и истина. Поэтому с огромным удовольствием будем слушать Джевада Галияшевича. Hvala, draga Jelena, na ovim lijepim riječima. Draga i poštovana,
ovako lijepo i čuti i doživjeti. Hvala vam. Da. Uvijek je problem govoriti o jugoistočnoj Europi jer je to više geografski pojam nego geopolitički. Previše različitih složenih kultura, previše istorije od Turske preko Grčke, Cipra do Moldavije i Ukrajine, preko Bugarske, Srbije i tako dalje. Taj geografski pojam doživljavao je i imao je različite sudbine i sigurno je trpio različite vrste pritisaka od strane takozvane dvije Europe. Dakle, s jedne strane one koju smo zvali Zapadna Europa, a koju su činile Britanija, Francuska i Španija kao najizrazitiji i Italija naravno, i sa druge strane koji smo imali onu takozvanu srednju Europu u kojoj je bila u stvari germanski dio, u kojoj je bila Njemačka. I oni su sigurno pravili određene pritiske kao i Turska, koja je jedan veliki historijski period od preko 5 vijekova, dakle, ostavila jedan, rekao bih, ružan trag i u kulturno-civilizacijskom smislu, u načinu vladanja i u određenoj vrsti identitetskih obrazaca koji su ostali za njom. Iza Osmanskog carstva, dakle, ostale su mnoge islamske zajednice koje su lutale u razumijevanju islama, ostale su nagrižene, ugrožene, napadnute pravoslavno-hrišćanske zajednice, dakle, koje su također neke bile podložne pritiscima spolja, pa vrlo brzo se privikavale i adaptirale jednoj ili drugoj zapadnoj Evropi, ili onoj srednjoj, ili onoj, dakle, ili Rimlandu, ili Heartlandu. Dakle, iza toga ostale su i ove katoličke zemlje. Uvijek kada govorimo ono što je dio naše sudbinske istorije, pitanje Jugoslavije. Dakle, mi smo živjeli u Jugoslaviji, ali Jugoslavija je bitna zbog razumijevanja procesa koji se danas dešavaju, dakle, Rusiji, koji se danas dešavaju na tlu Ukrajine, koji se danas dešavaju najdinamičnije i u daleko većem obimu nego što smo mi igdje to vidjeli. Dakle, ako ne prepoznajemo proces koji je krenuo 90-im, kada su obe Europe, dakle, i ona germanska i ona anglosaksonska, ona kad su zakrvavljenih očiju krenule na Jugoslaviju. Najlakše bi bilo da vam kažem da je eksplodirala Jugoslavija sama od sebe, da su tu složeni identiteti koji su se sukobili, Hrvati i Slovenci koji su vukli uvijek i pripadali kulturi Njemačke Europe, da su na drugoj strani bili pravoslavni Srbi, pravoslavni Makedonci i Crnogorci koji su na bizantijskom nasljeđu kolebali se između svoga opredjeljenja ka Rusiji koji su iskreno voljeli, od koje su dobijali pomoć, i određene britanskih veza koje je kraljevska porodica pravila i na kraju pobjegla tokom početka Drugog svjetskog rata tamo. I na kraju treći ostatak, dakle taj muslimanski dio koji je ostao iza Osmanskog carstva. I onda možemo reći da bili su svi uslovi stvoreni da se ti kulturni identitetski obrasci i zajednice sukobe, da međutim to nije bilo dovoljno. Dakle, nije bilo dovoljno za sukob, pokazala je to Jugoslavija koja je u zadnjim godinama svoje egzistencije bila prilično i demokratska država i, rekao bih, labavih društvenih, političkih i ekonomskih odnosa između zajednica, nije izazivala konflikte. Za konflikte je trebalo oružje i trebala je podrška iz Europe. To oružje je došlo iz Mađarske, iz lagera istočne Njemačke, dakle, naoružani su Hrvati i Slovenci i gurnuti u proces sukobljavanja sa Srbima. Ali je prethodno napravljena propaganda da su Srbi loši, da je Srbija loša, da je srpsko rukovodstvo loše, da Srbi imaju neke planove. Kada analizirate sada tu retoriku, tu matricu, vidjet ćete sve ono što su govorili predsjedniku Miloševiću, koji je bio tada jedini lider otpora imperializmu koji je došao sa zapada. Dakle, vidjet ćete da su poslije govorili Gadafiju, pa su govorili Asadu, pa su govorili Mubaraku, pa su danas govore predsjedniku Putinu. Ono što su govorili Srbiji, dakle, danas govore Rusiji. Dakle, ista je matrica, ista je retorika, jer su isti politički ciljevi. Oni se nisu promijenili. Pogrešno je uvjerenje da su ciljevi
da je cilj, recimo, razvijanja Jugoslavije da napravite 7 državica kakvih danas ima. Ili da na tlu Rusije napravite 4 ili 5 država. Nije to tačno. Zapad na tlu Rusije, kao i na tlu Jugoslavije, želi da uništi zametak državotvorne organizacije i državotvorne ideje. Želi da ne postoji ni jedna država. Da, žele da fragmentiraju taj prostor na 4, 5, 10 dijelova, kako bi njime upravljali, kako bi ga eksploatisali, kako bi ga koristili, kao što su uradili sa Jugoslavijom. Vi danas od Jugoslavije kao ostatak nemate ni jednu ozbiljnu državu. To su banana državice. Najjača, najsnažnija državotvorna ideja u stvari je artikulisana u ovom trenutku iz Banja Luke, iz Republike Srpske. Sve drugo je na koljenima. To nisu države. Ne postoji država koja nema političkog integriteta. Ne postoji država koja samostalno ne kreira vlastitu međunarodnu politiku. Ne postoji država koja je zavisna u ekonomskom smislu od zapadnog novca, zapadnih kredita, zapadnih uticaja. Dakle, čak i Srbija koja nam je djelovala najozbiljnije, dakle, sa svojim deficitom u poslovanju sa Zapadom od 9 milijardi dolara, godišnjim deficitom, dakle, trenutnim, i jedinim suficitom u poslovanju sa Republikom Srpskom. Čak i ona, dakle, kada prihvata sve zapadne priče, a pokušava, dakle, da na određen način ostavi do znanja da tamo postoji država. Tamo nema države. Tamo postoji jedno zapadno društvo koje je raslojilo Srbiju i pripremilo je za one procese koje je već Jugoslavija prva prošla, pa Savezna Republika Jugoslavija, Srbi i Crnogorci zajedno, pa onda na kraju sada to se dešava srpskom društvu oduzimanjem Kosova, dakle direktnim dovršenjem procesa kroz koji je Srbija prošla. Dakle, vi prolazite kroz to. Rusija bi bila napadnuta. Nemojte imati iluzije. Vama se spremao rat. Jer je rat uvijek konačni i krajnji cilj svih hibridnih operacija koje se do tada vode. Dakle, savremeni rat podrazumijeva postojanje različitih frontova. Mi nekada te frontove ne vidimo jasno. Mi očekujemo konvencionalni rat i da kažemo da, ovdje se sukobile vojne oružane sile, to je rat. A u stvari u pozadini se vodi propagandni rat, izvode se diverzije i sabotaže, provode se terorističke akcije, radi se sa kulturnim i obrazovnim institucijama na raslojavanju društva, dakle direktnim prisustvom u društvu, rasturanjem društvene homogenosti, slabljenjem za naciju je najvažnija homogenost, dakle kulturna, identitetska. To se rastura. Dakle, nije čudo kada se odvoje Rusi i Ukrajinci. To je težak i bolan proces. To je teško priznati sebi. Ali vi ako pogledate zapadne ideologije, vi ćete vidjeti da su oni raslojavali direktno narod čitav u cjelini, naciju u cjelini, da su Srbi se dijelili, dakle, na one koji su bili za Treći rajh, one koji su bili za partizane, dakle, da su se Bošnjaci dijelili za ustaše i partizane, da su Hrvati bili i ustaše i partizani. Moguće je raslojiti naciju, a ne samo sukobiti dvije srodne nacionalne zajednice kao što se ovdje desilo. Dakle, uvijek je prethodnica propaganda. Uvijek je prethodnica svih hibridnih operacija, dakle, propaganda koja stvara određene obavještajne kontakte na terenu i vrši prodor u institucije, prvo one bezbjednosne, dakle, koji trebaju da ostvare nadzor nad procesima u zemlji, vojne strukture, službe državne bezbjednosti, tajne službe. Mi u Jugoslaviji, dakle, svih ovih 7 takozvanih banana državica koji nemaju elemente državnosti, ni Bosna i Hercegovina nije država. Dakle, to je jedan prostor u kome jedinu artikulaciju državne ideje imate iz Banja Luke, iz Republike Srpske, ali sve ostalo drugo ne liči na državu. Ne postoji ni jedinstvena politika, ni bilo šta što bi nju očuvalo zajedno osim zapadne hegemonije. Dakle, ništa drugo nego zapadna sila. Sila prije uspostavljanja Bosne i Hercegovine, sila za vrijeme funkcionisanja Bosne i Hercegovine i sila do kraja, do njenog neizbježnog raspada ako nastavi ovim putem. Kao što se i druge državne zajednice raspadale, jer ništa nije, sve što je stvoreno ljudskom rukom nije propisano da bude vječno. Ali Zapad je tu da podstakne te procese, da se to raspadne brzo, da se raspadne krvavo, kao što se Jugoslavija raspadala, kako se nikada ne bi
ni sastavila. Dakle, prodor u obavještajne službe pokazuje da 7 takozvanih državica sve su reformisale svoj obavještajni i bezbjednosni sektor uz pomoć Velike Britanije. Pa i Srbija. Dakle, Britanci su izgrađivali obavještajni sistem u Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini su imali motiv, jer je AID, muslimanska obavještajna služba Alije Izetbegovića iz rata, bila ključni faktor organizacije 11. septembra. I tada je, kao i danas, kao sada dok razgovaramo, učinjen pokušaj da se stranka demokratske akcije, stranka Alije Izetbegovića, islamistička stranka koju je stvorilo muslimansko bratstvo, ne bilo kakva podružnica, nego podružnica muslimanskog bratstva iz Londona. Dakle, što ponekad Erdogan zamjeri, jer postoji i podružnica u Istanbulu, postoji i podružnica u Kataru, ali podružnica iz Londona je stvorila stranku demokratske akcije, dovela je na vlast i držala je 30 godina. Bio je pokušaj da se ona 2000. godine ukloni sa vlasti. I to je učinio američki ambasador u BiH Thomas Miller. Tada je formirao alijansu za promjene, doveo je kao građanske snage. Bilo je tada građanskog potencijala. I te 2000. godine, poslije oktobarskih izbora, u martu 2001. je došlo do formiranja vlasti na zajedničkom i entitetskom nivou bez SDA. Znate kako je SDA odgovorila? Okupljanjem preko AID-a svih terorističkih struktura, bivših mudžahedina, aktivne islamske omladine, muslimanskog bratstva, i organizovala je uz pomoć odmetnutih dijelova američkih službi napad na Sjedinjene Američke Države. 11. septembar je obilježilo 6 državljana Bosne i Hercegovine. Glavni organizator Halid Šejk Muhamed je danas živ i nalazi se u Guantanamu. On je državljanin Bosne i Hercegovine. Rođen je u Pakistanu, u Bosni je ušao u početku rata sa kuvajtskim dokumentima, sa kuvajtskim državljanstvom i bio je glavni organizator 11. septembra. Njegov prvi saradnik danas je prvi insajder Remzi Bin al-Sibih i on je u stvari saradnik CIA sada u rasvjetljavanju i rasvjetlio je. Ali to nama nije dostupno da u javnosti vidimo suđenje Halid Šejk Muhamedu, kome se još uvijek sudi pred vojnom komisijom, dakle u Guantanamu. Glavni operativac Muhamed Ata je egipatskog porijekla, bosansko-hercegovački državljanin, učesnik u ratu u Bosni i Hercegovini protiv Srba, protiv Hrvata, mudžahedin, pripadnik odreda El Mudžahid, sa državljanstvom koju mu je Alija Izetbegović potpisao. Čak i piloti Halid al-Mihdar i Navaf el-Hazmi su državljani Bosne i Hercegovine. Zijad Jarah je državljanin Bosne i Hercegovine. Još 4 pripadnika odreda El Mudžahidin, dakle koji su učestvovali u ratu u Bosni, su pripadnici Bosne i Hercegovine. Sve njih je okupio AID. I tada je na zapadu rečeno idemo ukinuti AID, rasformirati tu obavještajnu službu i ujediniti obavještajne potencijale cijele Bosne i Hercegovine, jer su tada Hrvati imali svoju obavještajnu službu, SIS, sigurnosno-informativnu službu, Srbi su imali OBS, obavještajnu bezbjednosnu službu. U roku od 3 mjeseca AID je nestao, formirana je FOS, organizacija federalna, obavještajna, sigurnosna služba. Dakle, i ona je trebala da neutralše djelovanje AID-a. Međutim, u taj FOS ušli su svi operativci AID-a. FOS je bio na temeljima AID-a i poslije godinu dana su Amerikanci shvatili da i FOS je u stvari oruđe islamističke politike, pa su onda ukinuli obavještajnu službu Republike Srpske, OBS, i integrisali nju i danas postoji ta takozvana OBA, obavještajno-bezbjednosna agencija ili OSA. Navodno je cilj bio da se neutralše dejstvo AID-a, ali i danas je OBA jedan destruktivni instrument te politike koja je tada bila. Dakle, na sličan način je transformisano i obavještajne strukture Srbije. Ukinuta je služba državne bezbjednosti pod obrazloženjem da je ona uprkos Miloševićevom hapšenju i isporučivanju u Haag, da je ona u stvari instrument starog socijalističkog nasljeđa i vlasti Slobodana Miloševića. Zoran Đinđić je potpisao takvu naredbu, doprinio ukidanju službe državne bezbjednosti i poslije 6 mjeseci reformi obavještajnog i bezbjednosnog sektora Srbije, formiranja BIA, Bezbjednosno-informativne agencije, Zoran Đinđić je ubijen. Dakle, vi ste se odrekli najsnažnijeg mehanizma praćenja podataka. Hibridni rat počinje time
Dakle, razbijem vam najsposobnije organizacije, strukture države koje su dužne prikupljati informacije, koje su dužne analizirati informacije i koje su dužne ta saznanja i te analize distribuirati na adekvatna mjesta odlučivanja kako bi se donosile pravovremene u državnom interesu, na državnom interesu zasnovane odluke. Dakle, poslije toga hibridne operacije su krenule u drugom pravcu, ide se na omasovljivanje te podrške. Dakle, i upravo je to urađeno. Srbija je podijeljena duboko, dakle, na te petooktobarske elemente, Miloševićeve elemente i nove patriotske snage. Ona je i danas na taj način sukobljena. Ako Zapadu zatreba na određen način da te potencijale konfrontira, on ima mehanizam jer kontroliše sve obavještajno-bezbjednosne potencijale Srbije, sve njihove vojne strukture. Dakle, Srbija danas ima SOFA sporazum, Srbija ima danas IPAP, Srbija ima daleko bolje odnose sa NATO alijansom nego Bosna i Hercegovina. Iako i muslimani i Hrvati u Bosni i Hercegovini žele da sa NATO paktom se imaju odnos, da se potpiše i taj posebni sporazum o pristupanju, međutim Republika Srpska to ne dozvoljava. Ta činjenica da Republika Srpska, koja nema elemente međunarodno priznate državnosti, može zaustaviti dva važna procesa. Zaustaviti priznanje Kosova i zaustaviti ulazak u NATO alijansu. Pokazuje da je u stvari pitanje suverenosti države, pitanje vaše državotvorne svijesti. Da li ste spremni da rizikujete za svoju državu ili ćete se prepustiti, dakle, određenim procesima? Upravo tako sam gledao i događaje koji se dešavali u Ukrajini. Sve se na isti način dešavalo. Raslojavanje ukrajinskog društva, dakle, pokušaj da se ukrajinsko društvo instrumentalizira, da se tu formira jedan front koji će u stvari označiti finale procesa, majku svih ratova, majku svih bitaka, napad na Rusiju. Pokušalo se to i 90-ih poslije raspada Sovjetskog saveza, pokušalo se to 2004. poslije takozvane narandžaste revolucije, kada je isto dovedena u pitanje izborna pobjeda Viktora Janukovića. Na kraju je krunisano na Majdanu 2014. godine. Krunisano uz prisustvo specijalnih snaga iz Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Njemačke. Dakle, u momentu kada je Rusija imala probleme da rješava neke druge probleme u Rusiji, da rješava pitanje zimske olimpijade koja je bila u toku, da rješava pitanje terorističke prijetnje jednom takvom globalnom sportskom spektaklu. Dakle, vi organizujete to, a istovremeno imate stalno terorističku prijetnju, imate već terorističke akcije i ubistva policajaca u Dagestanu, Ingušetiji, imate, dakle, negativno djelovanje čak i prema Sankt Peterburgu, dakle, i treba da u Sočiju organizujete olimpijadu. Dakle, jedan takav globalni... Rusija je pokazala da je sposobna da organizuje takav skup i da je sposobna da uradi te velike stvari. Zapad je to iskoristio, dakle, silovito ušao, oborio predsjednika koji je imao preko 8 miliona glasova podrške. Oborio ga sa 150.000 ljudi na Majdanu, sa specijalnim snagama, sa oružjem, sa snajperskim hicima, sa poslije brutalnim nasiljem koje je trebalo da umiri ukrajinsko društvo, sa spaljivanjem Rusa u Odesi i tako dalje. Dakle, poslije 2014. vlasti Porošenkove i do ove Zelenske su otvorena sva vrata nasilju, jer zapadni mediji nisu pratili te procese. A mi smo postali u određenom smislu lica koja prihvataju karakterologiju političkih procesa i događaja koji nam Zapad ponudi preko svojih medija. Nas je zanimalo šta govori CNN, šta to kaže BBC, šta to piše u Washington Postu i New York Postu. I prihvatali smo tu zapadnu kulturu koja je postala agresivna i u filmskoj i u muzičkoj industriji i na sve druge načine. I nismo mogli shvatiti da se u Ukrajini dešava takav proces koji proizvodi prvo zabranu političkog djelovanja stranke regiona koja nije nikakva ni nacionališka, ni nikakav pokret, dakle, ali koja je ostvarivala pobjedu. Zatim da se dešavaju ograničenja ruskog jezika, ruske kulture, da se proganjaju ruski ljudi, da se ruske organizacije zabranjuju, da se ruski intelektualci, dakle, i proganjaju i ubijaju, dakle, u raznim procesima. Ono što je osnovni razlog, dakle, i tačka koja je trebala finalizirati udarac, to je naravno događaj koji je, Rusija je na vrijeme shvatila i tada. Zato je pitanje Krima bilo kapitalno pitanje. Jedna od kapitalnih polaznih pozicija zaštite integriteta Rusije. Ako vas izbace sa Crnog mora, ako vas izbace iz tog akvatorijuma, prvi sljedeći na redu je Kavkaz.
Ako je Kavkaz na redu, tu su 4 republike sa 90% islamskom većinom, tu su razni uticaji koji se prepliču, dakle islamski, pa i turske i razni drugih zemalja, američki, tu su onda i druge dvije, Tatarstan i Baškiristan, koje su republike sa većinom, određenom relativnom većinom muslimanskom, dakle i to sve može da ugrozi, dakle kada vi uđete u muslimansko društvo sa idejama muslimanskog bratstva i ponudite reformu islama, kako kažete, a u stvari ta vaša reforma je samo politički inspirisana da prekine niti, komunikaciju i saradnju između muslimana i pravoslavnih hrišćana i da na taj način stvori uslove za razbijanje države. Dakle, to je posljedica da se pustilo da ukrajinske radikalne neonacističke snage uđu u Donbas, da iz Donjecka i Luganska napadnu na Krim, da uzmu Krim. Proces ne bi stao. Ne bi stao na ukrajinskim granicama, ne bi stao na Donbasu, ne bi stao na Krimu, išlo bi se dalje na Rusiju. Upravo kao što proces rastakanja Jugoslavije još uvijek traje, dakle, podržavljenjem Kosova, još uvijek traje određenim drugim. I pitanje gdje će se završiti. Da li će se završiti podržavljenjem dijelova Makedonije, stvaranjem određenih struktura koji će sutra pripajati Velikoj Albaniji? Da li će se završiti oduzimanjem Tuzija i onih albanskih opština ispod Podgorice u Crnoj Gori? Da li će se završiti i u Preševskoj dolini? Dakle, Srbija nije shvatila poruku. Dok branite Kosovo, branite, zaustavljate proces na jednoj tački i dajete nam priliku da se konsolidujemo za dalju odbranu. Dakle, Rusija je to shvatila. To je, dakle, ja čujem mnoge komentare koji nisu zasnovani ni na vojnim znanjima, ni na vojnim iskustvima. Ja sam prošao rat, ja sam učestvovao u tom ratu. Ja sam bio u tom pogrešnom ratu u kome se braća međusobno ubijaju. Bio sam, dakle, čovjek koji je bio sa svojim narodom, ali sam znao duboko da, bez obzira što sam sa Bošnjacima, mi griješimo što razbijamo jedinu državu koja je bosanskim muslimanima obezbijedila da se afirmišu, da se nacionalno izgrade, da dobiju nacionalnu definiciju, identitet, da dobiju ime, da postanu ustavotvorni, konstitutivni element države. Mi smo to razbili. I krenuli smo putem, dakle, haosa i putem neizvjesnosti. Ali sam učestvovao. Tako izgleda rat. Dakle, imam određeno ratno iskustvo i znam tačno kuda ide ovaj proces. Rusija je mogla da bira, da čeka još 10 dana ili 15 dana i da one snage koje se koncentrisale na liniji prema Donbasu, dakle u prvom ešalonu 80.000 vojnika NATO-a, dakle, koji mi kažemo ukrajinski vojnika, jer mi vidimo taj konvencionalni element rata i kažemo pa to je Ukrajina, to je ukrajinski narod. Ne, tamo je desetine hiljada američkih specijalaca. Tamo su konsolidovani teroristički resursi koje kontrolišu Sjedinjene Američke Države. Tamo su vojnici obučeni u Afganistanu. 300.000 vojnika Amerikanci su obučili za svoje potrebe u Afganistanu. Povukli su se iz Afganistana zajedno sa 100.000 obučenih vojnika i bacili ih u Ukrajinu da u raznim uniformama nekih hajdara, krakena, desnog sektora, pravog sektora i tako dalje nastupaju kao ukrajinski vojnici. Ili da ih zovemo plaćenicima. To su američki specijalci bili. Ne obični plaćenici, ne neki dobrovoljci koji stave, nego dobro obučeni ljudi na drugoj lokaciji, dakle, i došli su tu. Amerikanci su u stvari ono čime se ja i najviše bavim, a to je terorizam kao organizovano, kao međunarodno krivično djelo koje organizuje i za koga stoje državne institucije. Amerikanci su stvorili ovu današnju formu terorizma, zloupotrebljavajući i vjerski radikalizam, upotrebljavajući razne muslimanske organizacije, jer je primarni cilj u početku bio napad na Bliski istok, dakle pljačkanje Sirije, Libije, Iraka, uništenje tih zanimljivo sekularnih lidera. Vi s jedne strane ste protiv Al-Kaide i muslimanskog bratstva, ali rušite Sadama Huseina i vješate ga. Ubijate Gaddafija, pokušavate srušiti Bašara el-Asada, ubijate Abdullaha Saleha, ujedinitelja Jemena, progonite Ben Alija u Tunisu, rušite Mubaraka sa muslimanskom braćom u Egiptu. A kažete da ste protiv radikalnog islama. A zašto onda rušite basističke? Bas partije su u stvari ideologije pan-arapskog socijalizma. To je maksimum socijalističke ideje u islamskom svijetu. I vi ste to uništili. Kao ideju, kao zametak, kao državotvorni element. To se
pokušalo i sa Rusijom. To se pokušava, dakle, to je u Ukrajini uspjelo. Ukrajina je, dakle, zemlja koja je od 14. godine u kojoj su jedini posao koji ste mogli naći, pogotovo ako ste neobrazovan, ako ste nedovoljno obrazovan, ako ste sa periferije, jedini posao je bila vojska. Ona je bila dobro plaćena, ona je bila dobro obučena od strane zapadnih instruktora, britanskih, njemačkih i američkih uglavnom, dakle, i mladi ljudi su jurili u vojsku. Dobijali su platu. Dakle, i te pripreme, te vojske, ta vojska je izgrađivana na doktrini rusofobije, na doktrini postojanja velikog ruskog neprijatelja koga treba istorijski poraziti. Ono što je problem kod ovakvih ratova koje Zapad vodi, dakle, on je vodio više puta ratove protiv Srbije. Vodio je, dakle, i ti ratovi protiv Srbije koja je važna. Rat protiv Jugoslavije je u stvari rat protiv srpskog naroda. Da su Srbi napravili neku drugu državu i nju bi rušili, ali je primarna meta bila homogenost i snaga srpskog naroda. Zamislite da 1912. i 13. Srbi odlučuju da pokrenu balkanske ratove, da objedine srpske prostore i da time zatvore put na istok Njemcima i Britancima. Znate li šta je odgovor Njemačke bio posle godinu dana? Pa Prvi svjetski rat. Globalni rat koji je krenuo, veliki rat, dakle u kojem je učestvovalo 9 evropskih zemalja, ali koji je imao svoje manifestacije i u Africi i u Aziji, određene konfrontacije. Dakle, krenuo je rat na Srbiju i time je počeo veliki rat. Iz tog rata Srbija je izašla kao pobjednik. Dakle, tada je Srbija odgovorila homogeno, izašla kao pobjednik i integrisala srpski etnički prostor. Drugi svjetski rat je pokazao da Zapad nije odustao. Dolazak Hitlera na te prostore, osvajanje Jugoslavije i njeno nemilosrdno razbijanje, formiranje nezavisne države Hrvatske, Velike Albanije, dijelovi koji su pripojeni Bugarskom. Svi sateliti Trećeg rajha su dobili svoju državnost, jer je osnovni cilj bio dezintegrisati srpski narod. Ako ga dezintegrišete, onda ga činite nesposobnim za velike procese u Evropi, za velika suprotstavljanja, za državu koja je sposobna, dakle, i osmisliti i artikulisati vlastitu politiku. I upravo to se desilo i 90-ih. Dakle, i to jeste pouka. Dakle, 90-ih imali ste izgon Srba iz Hrvatske, čitav jedan prostor, dakle, jedan nedovršeni Drugi svjetski rat. Nezavisna država Hrvatska je 40-ih godina, dakle, bila koncentracioni logor za Srbe. To je država koncentracioni logor. Ona nije imala samo Jasenovac kao koncentracioni logor, i ona nije imala samo neke koncentracione logore za djecu. Ona je sva zamišljena kao koncentracioni logor u kome će se Srbi ubiti, raseliti, prognati ili pokatoličiti. Nije bilo druge opcije. Dakle, to je upravo cilj Zapada. Hrvatska nije realizovala neku ideju koju su negdje Hrvati smislili, jer je Jugoslavija u stvari bila ideja i hrvatskih ujedinitelja. Ta sveslavenska ideja ili ilirski pokret sa Franjom Račkijem, sa Josipom Jurajem Štrosmerom, bila je ideja zajedničke države sa Srbima, sa svim Slovenima. Dakle, ali Zapad je odredio, a Hrvati su dosljedno provodili politiku, germansku politiku, njemačku politiku. Dakle, i 90-ih godina, dakle, mi smo vidjeli kako je taj proces koji je nezavisna država Hrvatska vodila, kako se završio. Danas kad pogledate, vi vidite šta je to što vam se ne smije desiti. Ne smije vam se desiti jedan poraz. Samo jedan poraz. Samo jedan poraz koji doživite bit će poraz za sva vremena, bit će poraz od koga se nikada nećete oporaviti. To Srbi danas pokazuju. Srbi su danas u Crnoj Gori razjedinjeni, potpuno odvojeni. Oni su i ugroženi. Njima se ne dozvoljava da učestvuju u institucijama vlasti. Njima se ne dozvoljava da pobjede na izborima. Protiv njih se ujedinjuju ti crnogorski nasljednici, crnogorske fašističke ideje s jedne strane i Albanaca i Bošnjaka muslimana s druge strane. Ujedinjeni su protiv Srba. U Bosni i Hercegovini pokušava se napraviti savez
prirodni savez, kako kažu, Hrvata i njihovog istorijskog cvijeća bosanskih muslimana. Ali taj prirodni savez je pukao na interesima Hrvata. Hrvati ne žele da budu porobljeni od strane političkog Sarajeva i bosanskih muslimana. Hrvati žele, nije prirodno da Hrvati budu odvojeni od svoje matice Hrvatske, nego žele da budu u Hrvatskoj državi i oni razumiju srpske težnje za nacionalnom državom. I to je onda približilo i Dragana Čovića i Milorada Dodika u potrebi da se odbrane od agresivne zapadne politike koja nastupa sa Bošnjacima kao instrumentom. Dakle, i vidjeli ste da su Srbi praktično u Republici Srpskoj konstantno poslije Dejtonskog sporazuma napadnuti, ugroženi, da svaki dan nelegalno, potpuno nelegalno nastupa i neki Kristijan Schmidt koji nije dobio verifikaciju u Ujedinjenim nacijama koju propisuje Dejtonski mirovni sporazum. Da je zbog toga Bosna i Hercegovina država u kojoj imate 3 strana sudije koje bira Evropski sud. Dakle, a imate po 2 sudije u Ustavnom sudu predstavnika naroda. Da Bosna i Hercegovina i danas ima čovjeka sa španskim državljanstvom, Ranka Kavesona, Debevca, koji je na čelu suda Bosne i Hercegovine. Da Bosna i Hercegovina ima tog nelegalnog visokog predstavnika i nekakvo vijeće za implementaciju mira i tu vlast ambasadora zapadnih. Dakle, kad pogledate način na koji prema Srbima se ide, potpuna fragmentacija Srba, koji su daleko manja prijetnja za Zapad, oni su pokusni ogled šta treba uraditi Rusiji. Ruski narod je veliki narod koji je raširen u mnogo država, na mnogo prostora se nalazi, u mnogim bivšim sovjetskim republikama. Plan koji je urađen prema Srbima, dakle koji možete analizirati kao plan koji je dovršen, kao plan koji će samo svoje finale u budući imati, ali je već dovršen pravljenjem država u kojoj Srbi predstavljaju neke ponižene manjine, iako su ustavotvorni. Dakle, to je sudbina koja je bila namijenjena Rusiji i velikom ruskom narodu. Zato ja, kada posmatram vojne događaje, ja nisam čuo obećanje iz političkog vrha. Osvojit ćemo ogromnu teritoriju, raširit ćemo Rusiju, bit će još veće. Ne, niko to nije rekao. Rusiji ne trebaju teritorije. Zato onaj koji kaže zašto ovo sporo ide sa teritorijama, taj vas obmanjuje, nije cilj to. Cilj je ono što je i predsjednik Putin u svome obraćanju rekao. Dakle, demilitarizacija Ukrajine. Ništa ne znači ako ostane pola Ukrajine na jednom mjestu sa radikalnim zapadnim neonacističkim elementima koji će sutra nastaviti da se konsoliduju u vojnom smislu i ponovo nastaviti neke ratove. Morate uništiti tu vojnu moć. To se dosljedno radi na terenu. To se radi na onoj tački koju je ruska vojska odredila. I rekla da, ovdje ćemo dovesti najvažnije resurse, dotle ćemo manevrisati od Kijeva, Harkova, prebacivat ćemo se od Hersona, ali ćemo i dovesti na tačku Soledar-Ugledar. Dakle, sa dijelovima Bahmuta u sredini. Tu ćemo dovesti resurse, tu smo sposobni logistički djelovati efikasno, bez ograničenja i tu smo sposobni samljeti zapadnu vojnu moć. Ne samljeti ukrajinsku vojnu moć. To je eufemizam ukrajinska vojna moć, zapadna vojna moć Sjedinjenih Američkih Država sa svim njihovim privjescima, vojno-političkim poput NATO-a, ekonomsko-političkim poput Evropske unije, sa državama, dakle, zapadne Evrope ili zapada, onako kako ga oni doživljavaju, dakle, tamo se lomi ta moć, tamo se razoružavaju zapadnjaci. Tamo, dakle, u Bahmutu se razoružava zapad, uništava se njihov potencijal koji oni dobrovoljno šalju. Dakle, tamo se u stvari vodi onaj rat koji je odredio vojni vrh jer je shvatio najmanje žrtve, pogotovo odsustvo civilnih žrtava i djelovanje na drugim frontovima, jer savremeni rat nije samo rat za Bahmut. Savremeni rat je da sačuvate da 54 države Afrike budu uz vas. Sve. Da vam nijedna ne uvede sankcije. Da Latinska Amerika ostane uz vas. Da islamski svijet bude uz vas. Dakle, da oni svi dobiju jednu poruku. Da najveće zemlje Azije, Kina, Indija, ostanu uz vas. I da dobiju poruku. Rusija je i vojno i ekonomski sposobna da vas zaštiti od zapadne hegemonije.
Evo Rusija pokazuje da joj Zapad ne može ništa. Evo pokazuje da može lomiti vojnu moć Zapada. Evo pokazuje da zapadne sankcije koje Zapad uvodi i ekonomski rat koji ona vodi protiv Rusije ne daje rezultate. Ne mogu ništa uraditi. Evo dokazuje da njihova propaganda ne znači ništa kada vi evidentirate pojave na ratištu, događaje i kada pokažete šta se tamo stvarno dešava. Evo pokazuju da zapadne terorističke grupe ne mogu ništa. Mogu, evo, pucali su na djecu u Barjansku, pucali su, dakle, brutalno. I u tom smislu mi svoja znanja i razumijevanja terorizma kao fenomena, nažalost, moramo preispitivati. Dakle, možda se treba vratiti onim, zašto postoji razlika u definiciji koju s jedne strane daje FBI, koji je pod kontrolom Ministarstva pravde Sjedinjenih Američkih Država i koju sa druge strane daje State Department. FBI posmatra terorizam kao jednu organizovanu aktivnost koja uništava ljudske živote, ubija ljude i uništava njihova životna dobra, egzistencijalna dobra. I isključivo posmatra, dakle, terorizam kao jedno organizovano krivično djelo upereno protiv života i imovine. S druge strane, State Department isključivo raspravlja o terorizmu kao političkoj konstrukciji, kao geopolitičkoj konstrukciji. Jeste li čuli da je neko zbog terorističke akcije u nekoj drugoj državi odgovarao u Americi? Ne. Zato što je za Ameriku terorizam unutar Sjedinjenih Američkih Država jedno, a terorizam van granica Sjedinjenih Američkih Država potpuno drugo. To je legitimna forma sa kojom može država preko svojih specijalnih snaga nastupiti u interesu Amerike. To vam je stav State Departmenta o terorizmu. Dakle, kao geopolitička konstrukcija mi ćemo ga koristiti. One najveće terorističke organizacije koje smo mi isključivo locirali na polje vjerskog terorizma. Vrlo rijetko smo primjenjivali pojam zloupotrebe islama u svrhu, dakle, omasovljenja pojedinih terorističkih organizacija i njihovog globalizovanja. Mi nismo vidjeli da je u stvari Al-Qaida nastala kao posljedica zloupotrebe jedne baze podataka koju je Islamska banka za obnovu i razvoj u Džedi pravila za potrebe islamske konferencije. Da biste održavali islamske konferencije 80. godina, trebali su vam podaci o uticajnim muslimanskim vođama, bogatim ljudima koji mogu djelovati u islamskom svijetu pozitivno u smislu zapošljavanja, projekata i tako dalje. Napravljena je jedinstvena baza podataka koja je u stvari Kaidah. Amerikanci uzeli i nazvali to Al-Qaida. Tu bazu podataka upotrijebili su je. Pronašli mlađe ljude, Osamu bin Ladena, pronašli Ejmana Zavahirija u Egiptu i ponudili im novac da pomognu napaćenim muslimanima Afganistana u borbi protiv sovjetske vojske u Afganistanu. Na taj način, stavljajući pod kontrolu, oni su vidjeli da ne mogu omasoviti taj pokret. Još uvijek je to bilo mak-hidamat. Još uvijek je samo u internim evidencijama obavještajnih službi Sjedinjenih Američkih Država to vođeno kao baza, kao Kaida, Al-Qaida. Dakle, ali je u suštini to bio Mekteb Hidamat. To je bila organizacija koju vodi Osama bin Laden, koja je prilično u sjeni talibanskih struktura i šejha Omara. Dakle, međutim, Bosna i Hercegovina, 90. godine, kraj događaja u Afganistanu, Bosna i Hercegovina je tačka na kojoj je stvorena Al-Qaida kao globalna teroristička organizacija, kao organizacija koja prividno djeluje samoodrživo, ekonomski samoodrživa, koja ima razgranatu mrežu struktura obrazovnih, vjerskih i tako dalje. Prividno, jer u stvari jedina organizovana sila koja je mogla učiniti Al-Qaidu globalnom je globalna sila zvana Sjedinjene Američke Države. Ona je sve vrijeme kontrolisala, dakle, Al-Qaidu, ona je kontrolisala i u napadu na Sjedinjene Američke Države. Da li bi Amerikanci prihvatili 3000 žrtvu, 3000 mrtvih Amerikanaca za 1 milion mrtvih muslimana na Bliskom istoku i resurse Bliskog i Srednjeg istoka koje stavljaju pod svoju kontrolu? Oni to prihvataju i oni su to uradili. Čak i izjave Osame bin Ladena iz tog vremena, izjave koje se čule poslije 11. septembra u kojima Osama bin Laden izričito kaže za jedan jordanski radio: ne znam ko je to uradio, ali mogu da razumijem da je imao dobre razloge jer Amerikanci prosto traže odgovor.
Dakle, zamislite takvu izjavu, a vi kažete organizovao. Ne, organizator je bio Halid Šeik Muhamed iz Bosne i Hercegovine, gdje u stvari ništa niste mogli organizovati bez Amerikanaca. Amerikanci su kontrolisali tu strukturu. Oni su napravili poslije i islamsku državu, opet praveći od jednog ogranka, dakle Al-Kaide koju upotrebljavajući Al-Kaidu i Iraka i Ebu Musaba Zarkavija, pravili su i tu strukturu. Danas samo se osvrnite, gdje su danas te terorističke organizacije? Gdje su danas terorističke akcije na Bliskom i Srednjem istoku? Gdje je danas Al-Kaida i islamska država? Zato što su Amerikanci kroz migrantski talas, kroz povlačenje iz Afganistana i kroz konsolidaciju terorističkih resursa otišli na najvažnije mjesto u Ukrajinu. I tamo vode rat protiv Rusije. Svim svojim resursima. Amerika uvijek vodi rat potpunog, dakle, spektra. Dakle, koristi sve. Ne zanima i pitanje jesu li civili, je li ekonomija, je li zgrada, je li nešto za... Ne, to njih ne zanima. Samo Rusija u ovaj rat ulazi sa vojnim kodeksima u kojima svoje oružane snage suprotstavlja drugim oružanim snagama, misleći o životu civila, misleći o uslovima života poslije tog rata. Lako je srušiti mostove, logističke puteve kojima dolazi zapadno oružje. Ako ja znam za njih, još bolje to znaju u vrhu oružanih snaga Rusije. Ali ne ruše im mostove, a demilitarizuju. Dakle, rat, koliko god je ružna pojava, ona u stvari zaustavlja ove procese kroz koje smo mi prošli na Balkanu, kroz koje mi prolazimo dan danas, kroz koji još uvijek nisu u potpunosti završeni, ali se završavaju i koji mogu biti značajno političko iskustvo građanima Rusije da bi shvatili šta je njima bilo namijenjeno i zašto je sve ovo što se dešava u samoj Ukrajini bilo neizbježno, bilo neophodno ako želite sačuvati mir, ako želite sačuvati državu. Hvala vam. Hvala vam lijepo, gospodin Galijaševiću, na vašem govoru. Zaista, što je bitno za nas kao za Balkaniste, da je mnoge od tih tehnologija i alata koje je Zapad testirao na Balkanu, u jugoistočnoj Europi, sada koristi i u Ukrajini, i što je veoma strašno za nas. Сейчас бы я хотел передать слово нашему второму лектору сегодня, Елене Юрьевне Гуськовой. Елена Юрьевна, пожалуйста. Спасибо. Европа с трудом переживает позицию Сербии, которая не вводит санкции России, не подписывает документы о независимости Косово, не скрывает своих прорусских симпатий. Уж как только не ломали эту славянскую страну. Но она не изменяла своей многовековой традиции, защищала свои интересы. В 90-е годы у Запада хорошо сработал план по расчленению Югославии. И здесь я с Джавадом полностью согласна. Конечно, были внутренние условия, но все-таки самый главный фактор внешний. Мы уже сегодня знаем об этих планах, начиная с конца 60-х годов, как планировали расчленить Югославию после смерти Иосифа Броз Тита. Сербский народ потерял единство территории проживания. Всему миру внушалась идея виновности сербов за все войны в первой половине 90-х. Антисербские настроения охватили многие страны. Западу казалось, что теперь Сербия перестанет быть сопротивляющимся и независимым европейским фактором. А нет. Вы представляете, сколько кусочков сербов сейчас живет на Балканах в разных странах? Вот именно этого добивались. В 91-95 годах сербов не удалось сломить. Тогда решили бомбить. Но и тут их не поставили на колени. Пришлось применить план, он уже известный, я думаю, что многие из вас уже писали и дипломы по этому вопросу Дина Шарпа, план цветной революции, смены власти, используя методику ненасильственных форм сопротивления власти и стратегию управляемого хаоса. Вот тут уже получилось. В октябре 2000 года Слободана Милошевича от власти отстранили. Но история Сербии после 2000 года показывает, что хотя Запад и продвигает своих людей во власть в Белграде, опять не получается все легко и безоблачно, и на санкции против России не соглашаются, и Косово
пока не признают. Тяжело пришлось сербам в последние десятилетия прошлого века. Именно на Балканах, начиная с 1991 года, разрушалось международное право. Создавалась система управляемости извне территорий при помощи протекторатов. Отрабатывалась такая методика, которая должна была заблокировать деятельность международного права и заменить его правом групповых интересов, для чего использовалось право силы вместо силы закона. Вот посмотрите, что сегодня Вашингтон делает. Какое огромное количество оружия поставляется на Украину. Причем ездят специально, уговаривают, чтобы поставили. Как только они подумали, что Китай нам будет поставлять оружие, тут же побежали в Пекин, полетели в Пекин и сказали: мы вас накажем, не смейте поставлять. То есть эта политика двойных стандартов начиналась тогда на Балканах. Поэтому нам очень важно, чтобы и студенты здесь, в МГИМО, как можно больше писали и дипломных работ, и кандидатских диссертаций, изучая вот ту методику разрушения многонациональных государств, которая была на Балканах в 90-е. Но Запад, сместив Милошевича, не успокоился, хотя у власти в Югославии стояли вполне лояльные Западу люди. В 2006 году он сделал все, чтобы от Югославии отделилась Черногория. Вы себе даже не представляете, как это легко произошло. Ночью прилетел представитель из Европы, и договорились, раз, подписали, и уже со следующего утра Черногория отделилась. А дальше планировалось отделить от Сербии все земли с большинством албанского населения. Для этого Евросоюз и США стали манипулировать желанием Белграда присоединиться к цивилизованному европейскому обществу. Ведь Сербия вступление в ЕС сделала своей главной целью. Это вообще такой флаг, который витает в облаках, но достижим ли он? Ради этого готова была идти на любые уступки. Однако отношения с Евросоюзом складываются и до сих пор крайне трудно. Скорее напоминает игру в сотрудничество, а не само сотрудничество. Сербию не отталкивают, но и не дают приблизиться слишком близко к Евросоюзу. Сербия выдвигает все новые и новые условия, которые никак не напоминают согласования экономических законов и правил. Вспомните, как легко вступали в Евросоюз страны Восточной Европы, когда вот распался СССР. Никаких условий не было. А теперь послушайте, какие условия ставили и ставят до сих пор Сербии. Признание вины Сербии за развязывание войн в 90-е. Пришлось руководителям Сербии ездить и в Хорватию, и в Боснию и Герцеговину, и в Македонию, во все страны, и извиняться. Второе. Отказ от автономного края Косово. Об этом мы поговорим чуть-чуть попозже. Но это тоже явное политическое требование Евросоюза. Далее. Расширение прав мусульман в Санджаке на юге Сербии. Постановка и этого вопроса уже есть. Дальше. Сотрудничество с Гаагским трибуналом, то есть выдать Международному трибуналу по бывшей Югославии последних разыскиваемых сербских героев, защищавших родину в 90-е годы. Далее. Одобрить проведение гей-парадов. Вот вообще представляете, да, присоединение к Евросоюзу, такое требование, которое не имеет ни к экономике, ни к законам, ни к правилам, никакого отношения. У меня статья одна есть, и я специально исследовала вопрос проведения гей-парадов на территории бывшей Югославии. Очень интересно, кто и как реагировал на это требование, кто как осуществлял. Времени говорить об этом нет, но если вы потом поставите вопрос такой, я вам хотя бы коротко отвечу, потому что безумно интересно, кто и как реагировал. Удивили прежде всего македонцы. Так, далее, еще одно условие. Подписать договор с Приштиной и фактически сделать сербский край Косово-Метохия независимым от Сербии. И, наконец, реформировать армию по стандартам НАТО. Вступаем в Евросоюз, а армию мы реформируем по стандартам НАТО. Сербия на уступки шла практически по всем пунктам.
но с ней подписывали лишь промежуточные соглашения, как символический шаг на пути к членству в ЕС. Только 29 апреля 2008 года Евросоюз подписал с Сербией соглашение о стабилизации ассоциации и временный договор о торговле. А слушайте, что произошло дальше. Но Совет министров ЕС фактически сразу после подписания это соглашение заблокировал, снова поставив условия для разблокировки. Применением сотрудничества Сербии с Гаагским трибуналом и признанием независимости Косово. За процессом подписания соглашения начался мучительный процесс выполнения условий для его деблокады, который длился до 2010 года. Этапами на этом пути стали арест и передача трибуналу президента Республики Сербской Радована Караджича, согласие на развертывание в Косове европейской миссии EULEX, которая должна была подготовить Косово к независимости. Россия в Совете Безопасности голосовала против и не хотела вообще пускать эту миссию в Косово, понимая, какую роль будет выполнять. А Белград согласился. Однако Европа и проведение гей-парадов тут настаивала и настаивала. Однако Европа требовала большего. Арест командующего армией Республики Сербской генерала Радка Младича, президента Республики Сербская Краина Горана Хаджича, признание независимости Косово. Последнее прикрывалось словами «нормализовать отношения» с албанцами. К сожалению, только в Сербии путь в ЕС обусловлен таким количеством требований. Ни в одной другой стране такого не было. Этот процесс скорее похож на развал страны, а не на интеграцию в Евросоюз. Речь идет не просто об условиях, а об уступках, разрушающих страну, ее национальную идентичность и культуру. И они не имеют никакого отношения к евростандартам и согласованию законодательства страны и Евросоюза. Сегодня сложились стабильные, дружественные и взаимовыгодные отношения Москвы с сербами на Балканах, в Сербии и Республике Сербской. И когда весь мир охватила русофобия, только сербы остались верны нашей дружбе и не ввели нам санкции. Пока. Не вспоминая, что мы в 1992 году проголосовали в Совете Безопасности за тяжелейшие санкции Югославии тогда. Если мы сравним санкции, которые вводились в 1992 году тогда СРЮ Югославии, и наши санкции, извините, никакой тяжести мы не ощущаем. А самые тяжелые санкции были введены Сербией. Все связи прекращались, продукты не шли, бензина не было. Можно было связь осуществлять только письмом весом не больше 2 граммов. Остановлены были все абсолютно коммуникации, и научные, и культурные, и спортивные. То есть маленькая страна выжила. Мы не знаем как. Вернее, мы знаем, как она выжила, но именно тогда это было крайне тяжело, потому что все связи были абсолютно прекращены, а выжили они за счет, знаете, за счет чего? У них никогда не было колхозов, а у них всегда был частный сектор сельскохозяйственный. И очень страна-то маленькая по сравнению с Россией. И у каждой семьи были какие-то дальние родственники или близкие родственники в деревне. И вот туда ходили или ездили, бензина-то не было, еще не доедешь до этой деревни. И выжили благодаря тому, что могли хоть как-то пропитаться. Хотя отдельную бы лекцию я предложила прочитать по санкциям, которые вводили Югославии. Как народ выживал, это надо памятник ставить всему сербскому народу. Но продолжим. Теперь остался один... То есть я могу, конечно, по всем этим вопросам вам говорить, но я сейчас хочу и просто с нетерпением рассказать вам о том, сдает или не сдает сегодня Белград Косово. Вы знаете, что 27 числа, в понедельник, сегодня пятница, прошли очень важные переговоры. Руководство страны, то есть Александр Вучич сам летал в Брюссель,
и премьера-министра Альбина Курти, албанца из Косово, и представителей Европы по вопросу независимости Косово. Вучич до этого времени колебался, но держался, хотя сами его выступления были всегда очень противоречивые. И на него, кстати, очень сильно влияет общественное мнение. Я хочу вообще сказать, я Александра Вучича давно очень знаю, когда он еще был, скажем так, помощником у Шешеля, подручным, вот так, наверное, лучше сказать, если не употреблять более точное, но более грубое выражение. Так вот, он был всегда специалистом по средствам массовой информации. До сих пор газеты читает от и до, особенно там, где встречается имя Александра Вучича. Более того, даже знаю случаи, что он иногда звонил авторам статей и говорил: ты написал статью, завтра выйдет там обо мне, вот я у тебя прошу снять 2, 3 и 5 абзацы. То есть и общественное мнение снимают постоянно, ему докладывают, и, конечно, для него это очень важный фактор. Но вот смотрите, на сегодняшний день за вхождение Сербии в Евросоюз выступает 35% населения, а против 48%. Но если бы вхождение в Евросоюз обусловили бы отдачей Косово и признанием независимости, то поддержка против была бы 80%. Это очень интересно. За вхождение Сербии в НАТО всего 5% населения выступает, против 84%. Введение санкций России поддерживает только 8%, а против 80%. Поэтому здесь не так просто признание независимости Косово. Как-то надо объяснить. Здесь я хочу вам напомнить одну интересную вещь. В 2007 году появились документы Викиликса. Знаете, что это такое? Где были раскрыты документы американской дипломатии. Ну, я выбирал, конечно, только то, что касалось Сербии. Так вот, тогда был президентом Борис Тадич. И Борис Тадич говорит американским дипломатам, которые давят на него и давят постоянно: я согласен признать независимость Косово, но, пожалуйста, разработайте такую программу, чтобы я мог так объяснить своему населению, своим сербам, чтобы они не поняли, что я виноват в признании Косово. И что вы думаете? Разработали программу. Она состояла из 3 этапов. И нужно было там манипулировать общественным мнением. Не буду сейчас об этом говорить. Так вот, оказалось, что и сейчас ситуация с Александром Вучичем схожая. Он пришел к власти, когда уже шли переговоры между Приштиной и Белградом, и Борис Тадич участвовал в этих разговорах, и он подготовил серьезный очень договор. Но в это время подписать его не захотел. Вот свою подпись он не поставил. Его быстро Запад сменил. Очень интересным способом привел к власти Александра Вучича. И, казалось бы, человек, который себя заявляет патриотом, должен был бы сказать: ребята, мы защищаем нашу страну, мы защищаем сербские интересы, все, что договорилось, не касается касательно Косово, нас не интересует. Начнем с нуля, начнем снова. Нет. Александр Вучич сказал: мы все принимаем, о чем договаривался Борис Тадич. И идем дальше. Мы сами будем писать свою историю, мы идем дальше. И что же получилось? Уже в 2013 году Александр Вучич подписывает так называемый Брюссельский договор, который Европа ему предложила. И было сделано в этом договоре очень много уступок. Но была главная. Между Сербией и Косовом
была поставлена граница, что уже было не 1, а 10 шагов в направлении независимости Косово. И сегодня уже и Вучич не может пересечь эту границу без разрешения Приштины. Нам, русским, туда нужна специальная въездная виза, которую мы должны брать в Турции. Ну, или на крайний случай, как говорят в Косове, на крайний случай Шенген. Но это была такая промежуточная, но очень важная фаза. Она говорила о том, что Белград все-таки идет вот по этому пути. Ну, и в связи с этим хочу сказать, вспомните просто несколько провокаций в последние годы были со стороны албанцев на территории Косово, и все журналисты меня просто задергали вопросом: будет война там, пойдет Вучич туда войной, он уже войско, армию свою подготовил. Не пойдет Вучич. Армии никогда. Во-первых, ему не дадут пересечь эту границу, там стоят и натовские войска. Во-вторых, он по закону, по этому Брюссельскому договору он не имеет права пересекать границы. Оттуда даже полиция была вся выведена. Так вот, переговоры на сегодняшний день, на понедельник, подошли к очень интересной черте. Переговаривались целый день. А к вечеру получилась очень интересная ситуация. Значит, в Европе, когда переговаривались, применили тактику Дейтона. Это 95-й год, как раз по Боснии и Герцеговине договор. План нельзя было менять, а лишь действовать по схеме. Согласись с планом или уйди. А вот если уйдешь, будут введены жесточайшие санкции, отмена европейской интеграции, вывод из страны всех западных инвестиций, что приведет к 300 тысячам человек, которые останутся без работы, изоляция страны и отмена безвизового режима. Между тем, сербы пытались реагировать на этот план, написали 9 страниц своих предложений, а этот план всего на 3 страницах, но на окончательный текст документа они не повлияли. Чем же закончились эти переговоры? Сначала я бы сказала, вот тогда, в понедельник, неизвестно чем. Но сегодня я вам скажу по-другому. Главный руководитель переговоров Жозеп Боррель, верховный представитель Союза по иностранным делам, заявил, что президент Сербии и премьер-министр Косово совсем согласились и приняли план, что нет необходимости в дальнейших обсуждениях. Он подчеркнул, что соглашение, достигнутое в ходе переговоров в Брюсселе, ставит отношения между Косовом и Сербией на новую и устойчивую основу и полагает, что следует уже переходить к обсуждению плана и выполнения этого плана, выполнения соглашения. Цитирую: «Я рад сообщить, что лидеры Сербии и Косово согласились, что никакие более переговоры не требуются по предложенному ЕС соглашению, которое получило название «О пути к нормализации отношений между Косовом и Сербией». В Европе также полагают, что принятие плана подтолкнет тех, кто не признал независимость Косово, таких стран много, теперь переменят свое решение. Курти в албанских СМИ заявил, что предложенный план в любом случае имеет обязательную силу, что Вучич совсем согласился, и что жаль, что предложенный план не подписал. Курти много выступает в СМИ, и вот одно из его заявлений, цитирую: «У Сербии только 2 пути – или нас признать, или присоединиться к Путину». Ну, должна сказать сразу, Вучич выбрал первое. Вучич же по возвращении в Белград объяснил народу, что план обсуждали, но ни о чем конкретно не договорились.
Сербский лидер анонсировал предложение переговоров с европейскими представителями продолжение переговоров 18 марта в Северной Македонии на Охриде. Для президента Сербии важны два вопроса: формирование сообщества сербских общин и непризнание независимости края. И, как говорит Вучич, у него была огромная пресс-конференция, когда он вышел в Брюсселе к журналистам, и, конечно, потом на следующий день он общался уже и на телевидении, и на радио с сербскими журналистами. На самом деле, знаете что, вот я тогда, прочитав всю эту информацию именно в понедельник, я подумала, ведь по идее Европа уже столько лет, значит 22 года, стремится признать независимость Косово. Вучич явно открыто этого не хочет. Ну и тогда в свое время и Тадич не хотел, да, предлагал свой план. Думаю, наверное, Вучич тоже хочет какой-то план, который бы не признали быстро, не смогли бы сообразить и признать вот это хитросплетение непосредственно в Сербии, в Косове. Думаю, как же план этот Европа будет осуществлять? Где вот там вот эта изюминка? И знаете, к какому выводу я пришла? Хитрый план оказался. Но они сами, знаете, очень интересно в Европе, они в тайне-то не хранят, обязательно кто-нибудь да выскажется. Так вот, оказывается, за этот план в Евросоюзе уже проголосовали еще до переговоров. И все члены Евросоюза, подняв руку, приняли этот план. Значит, он уже действует. А присутствие Курти и Вучича нужно было исключительно для того, чтобы показать, что они приехали и согласились. И план этот, похоже, подписи просто и не требовал от них. Это дало возможность самому Вучичу объяснить и попытаться оправдаться. Я не подписывал. Но независимо от того, есть его подпись или нет, план уже в Европе работает. И американские конгрессмены уже тоже рассказали об этом плане и сказали, что он действует уже вот с понедельника как принятый план. И еще интересная вещь. Вот Боррель, о котором я вам говорила и его слова приводила, вышел, когда вот все, что он говорил, это он, когда вышел к журналистам сразу после встречи и обсуждения плана. Вучич все время говорил, что план не принят, я не подписал, никогда не признаю независимость Косово, но представитель Евросоюза по внешней политике Питер Стано прокомментировал, что комментарий Борреля после обсуждения был согласован с Вучичем и Курти. То есть это было все сделано на публику, не более того. И как бы ни оправдывался сегодня Вучич перед уже непосредственно сербскими журналистами, нам теперь уже ясно, что в Евросоюзе этот договор уже стал законом. Вучич будет потом только разводить руками, что как бы он не знал об этом, а Косово хлопотать по поводу обустройства своей независимости. Без сербов. Ни о каком содружестве сербских общин, у меня с собой есть весь этот план договора, речи нет, вообще не упоминаются там сербы. Поэтому сербов там не будут. Албанцы начнут их выселять, выдворять и уничтожать. Но это не все испытания для сербов. Албанцы на юге Сербии уже потребовали разрешить им формирование сообщества албанских общин в Сербии. Что значит, снова будет неспокойно в самой Сербии. А затем, возможно, Запад уже приготовил план, как отделять от Сербии Воеводину. Так что спокойно там не будет.
И мы должны, конечно, очень внимательно следить за всеми событиями, которые там происходят. А думаю, что судьба Вучича, ну, так мне кажется, политическая судьба, конечно, политическая судьба предрешена. Если как только вот все эти данные уже станут точно, всплывут в стране, конечно, его политическая деятельность будет ограничена, и на следующих выборах вряд ли за него проголосуют. Поэтому хитрые не только в Европе, но хитрые и в Сербии, и они скоро поймут, что там произошло. И мне бы, конечно, в конце хотелось бы пожелать, чтобы в МГИМО как можно больше студентов занимались этими проблемами балканскими, потому что они дают очень большое творческое удовлетворение, когда вы начинаете изучать то, что происходит там, тот клубок противоречий, с одной стороны, а с другой стороны, те национальные характеры, которые не вписываются в европейские и в Соединенные Штаты Америки схемы управления людьми и государствами. Вот пока сербы сопротивляются, посмотрим, как они это продолжат дальше. Но их идеи американские, они же пытаются осуществить, думая, что все так и остается, как раньше. Да? Они вбрасывают такие данные, которые могли бы поссорить, допустим, сейчас Сербию и Россию, о том, что Сербия поставляет оружие Украине. Опять вроде бы как нужно все это проверять. Не поставляли, насколько нам всем известно, не поставляли оружие Украины ни через какие страны. И последнее вот предложение хочу сказать о Республике Сербской. Республика Сербская сегодня стала фактором объединения сербов на Балканах. Вот у сербы все раздроблены. И в Черногории, и в Македонии, и в Хорватии, и в Боснии и Герцеговине. Понимаете, они все раздроблены. И Запад именно этого хотел, чтобы они не могли объединиться. И хочу так сказать, что Белграду не до этого вопроса. А вот почему-то Республике Сербской есть до этого вопроса дела. И я уже сама наблюдала и видела, как Милорад Додик это делает. Вы себе даже представить не можете. Потому что вот это объединение культурного и сохранение национального пространства крайне важно. На праздниках Республики Сербской, ну, допустим, День Республики или какие-то другие праздники, на этот праздник приглашаются сербы из Сербии, сербы из Албании, сербы из Румынии, сербы из, ну, естественно, Черногории. Хотя российская наука до сих пор считает, и мы с этой точки зрения не скроем, что черногорцы – это сербы. Но, тем не менее, там они выделили сербам свое пространство. Значит, приглашаются из Черногории, из Македонии, и Венгрия, Румыния, Албания. Ну и, естественно, приезжают из Белграда, из самой Сербии. Вот. И это такое счастье для этих народов, что Республика Сербская обращает на них внимание, потому что здесь важны, очень важны и культурные, и научные связи, и возможность студентам учиться. А университет Сараева, Восточного Сараева, меня воодушевил, и я часто сейчас об этом говорю, тем, что у них 10 в Восточном Сараеве находится администрация, а факультеты разбросаны по 10 местам по всей Республике Сербской. Для чего? Чтобы учиться легче было, не очень далеко уезжая от мамы и папы, чтобы можно было тут покушать, не надо никакого общежития, и чтобы получить высшее образование. И чтобы не ехать за этим высшим образованием куда-то далеко, предположим, в Сербию, в Германию или в какую-то другую страну. Поэтому все надежды мы сегодня возлагаем на Республику Сербскую. И я думаю, что именно Республика Сербская станет тем центром, который будет вокруг себя собирать все сербство. И, конечно, очень важны такие лидеры, которые думают не о том, как прийти к власти и остаться на этом стуле сидеть, а что будет с твоей страной и нацией через 10, 15, 20 и 100 лет. Спасибо.
Большое спасибо, Елена Юрьевна, за ваше выступление. Действительно, много тем было охвачено, и от Косово, то, что сейчас действительно важно, и действительно, Елена Юрьевна, наверное, лучший специалист, не побоюсь этого слова, в России, кто действительно следит за ситуацией, кто может дать наиболее обстоятельное мнение по проблематике сегодня. И, конечно же, услышали ваше предложение по поводу лекции по санкционной проблематике. Мы подумаем, мы как-нибудь это организуем. Давайте, нет, очень. Это действительно... Там по санкциям, на самом деле, такая интересная ситуация, потому что сегодня мы уже... Вы тогда в 92 году не знали, что это такое. Вообще для наших славянских стран не было такого никогда. А вот сегодня мы полный анализ санкций имеем. Полный. У меня в январе прошлого года вышла книга «Внешняя политика России» в годы югославского кризиса 85-95. То есть это у нас, получается, Горбачев и Ельцин и Козырев. Поэтому огромное количество документов пришлось поднять. И вот там уже я санкции отработала по полной. Поэтому готова вам рассказать о санкциях. Спасибо. Я думаю, что мы можем перейти к вопросам. Если у кого имеется, поднимайте руку, чтобы мы видели. Вот, и желательно говорите, кому из спикеров. Я думаю, если пока все обдумывают, то начну я с вопросов. Господин Галіяшевичу, ви споменuli BIA, Безбедносну інформаційську агенцію Srbije. Kako procjenjujete imenovanje Aleksandra Vulina i njegovu ulogu u radu agencije? Aleksandar Vulin je pozitivna politička pojava. To je osoba koja i identitetski i politički pripada našim idejama, uz male razlike. Želi da uradi ono što je dobro i on je dobar čovjek na kom god mjestu bio. Bio je dobar i kao ministar odbrane. Međutim, postoji jedno važno ograničenje. Dakle, kada analizirate šta je bila služba državne bezbednosti, šta je danas BIA? BIA je danas kao samostalna organizacija, dakle, bez policijskih ovlaštenja. Služba državne bezbednosti koja je uništena, nestala, je imala policijska ovlaštenja. Služba državne bezbednosti je imala mogućnost vođenja krivičnih istraga. BIA to nema. Dakle, služba državne bezbednosti je imala izuzetne kadrove, raspoređene od vrha do dna, lojalne, odane državi. BIA to nema. BIA ima problem zapadnog prodora u svoj obavještajni sektor jer je napravljena na temeljima britanske škole i uz pomoć Velike Britanije u vrijeme Zorana Đinđića i on je prvi platio glavom takvu BIA. Dakle, koliko je BIA sposoban instrument da odbrani državu Srbiju i koliko su značajne informacije i značajna pozicija Aleksandra Vulina na čelu BIA. Ako imate predsjednika države koji nema osjećaj za vlastitu državu, koji nema osjećaj za najvažniju tačku vlastite države, o čemu je i nadahnuto i argumentovano govorila uvažena Jelena Jurjevna Guskova. Dakle, ako možete dati Kosovo, možete dati i državu. Ako nemate države, ako izgubite državu, pa bolje da se niste ni rodili. Vidjet ćete šta znači sa svim svojim kulturno-identitetskim nasljeđem živjeti pod zapadnim pritiskom. BIA danas je agencija, dakle, koja, ona je bezbjednosna informativna agencija, ona je praktično servis za prikupljanje informacija koja je konektovana na zapadne službe. Biće teško, veoma teško, za sad te mjere ja ne vidim. Dakle, nasljeđe BIA do sad stvarano. Reformisati, restrukturirati, određene ljude promijeniti. Vidimo da nema promjena. Dakle, bit će veoma teško za Aleksandra Vulina, mada o njemu, dakle, imam izuzetno pozitivno mišljenje. Nemam dobro mišljenje u uslovima u kojima je dobio da rukovodi jednom organizacijom koja nema političke moći, nego predstavlja servis zapadnih službi.
Najviše što će biti jeste da u ovladavanje resursima bije određene informacije dobiju i patriotske strukture i da ne bude samo ona servis zapadnih službi, nego da bija na određen način određene informacije važne za državnu bezbednost i Srbije, i Rusije, i prijateljskih zemalja, i Republike Srpske. Dakle, da na vrijeme distribuira i na te adrese. Sa Aleksandrom Vulinom mi možemo računati na to, možemo se nadati barem tome, ali bez velike dubinske reforme bija će i dalje biti na ovim pogrešnim temeljima. Kad napravite na pogrešnim temeljima, teško je očekivati nešto dobar, radikalan zaokret ka boljem. A baš je žao da ga skinuli sa vojske. Da, upravo je to i urađeno zato. Dakle, oružane snage imaju značaj, imaju svoju vojno-bezbjednosnu agenciju koja je daleko funkcionalnija, ali sve je taj obavještajno, odbrambeno-bezbjednosni sektor je prilično premrežen zapadnim faktorom. To se, nažalost, ne vidi odavdje. Zapadni faktor je prisutan u obavještajnim službama, vrlo često konstruiše afere, vrlo često, dakle, informacije gotovo legitimnim kanalima odlaze prema zapadnim strukturama. Oni imaju informacije, one koje Srbija ima, oni pravovremeno dobijaju. I upravo zato je vojska koja je bila posljednje uporište državnosti, upravo je zato Aleksandar Vulin sa tog mjesta pomjeren na jednu, rekao bih, nemoćniju organizaciju, makoliko ona može biti značajna, dakle može biti destruktivna kao servis zapadnih službi. Hvala вам. И, Елена Юрьевна, вы упоминали вопрос реакции западных лидеров на давление Евросоюза по вопросам нетрадиционных сообществ, так скажем. Это будет, так скажем, мой второй вопрос к вам. А первый вопрос, который меня интересует больше. Вы говорили по вопросу Косово в основном про влияние Евросоюза и США по понятным причинам, потому что косовский диалог по Косово идет под эгидой ЕС. Тем не менее, у меня такой, может, экзистенциальный вопрос. А роль России, как вот вы видите сейчас в косовском вопросе? К огромному сожалению, сам Белград немножко отодвинул Россию в решении косовского вопроса. Еще в 2007 году Россия присутствовала. И в частности, вот нынешний посол Боцан Харченко, он входил в комиссию, которая для ООН, для Совета Безопасности, проводила исследование ситуации внутри Косово. И были хорошие предложения, и была возможность каким-то образом повлиять на ситуацию, но потом все Соединенные Штаты Америки решили передать как бы Евросоюзу, Россию отодвинули, поэтому наша функция осталась только в Совете Безопасности. И позиция России по Косово такова. Это право Белграда решать, то ли подарить, то ли продать, то ли просто так отдать территорию, или бороться за нее, территорию, любую свою территорию, будь то Косово или Юг, или Воеводина. А Россия поддержит Белград, какое бы решение Белград не принял. Вот пока наша позиция такова. Вот. И мы действительно ведь ничего не можем сделать, если целые службы Запада и Соединенные Штаты Америки, тем более известные спецслужбы Великобритании, работали не один десяток лет на решении этого вопроса. А можно я вам скажу еще одну вещь? Вот вчера ходила, переживала по поводу принятого решения по Косову, вернее так, переживала по поводу этого хитроумного плана. Как вот они все-таки так подстроили, что Вучич сможет как бы выкрутиться в этой ситуации, и вот до сих пор он всем объясняет, что он ничего не подписал, не виноват. И я думала, а вот если встать на место Вучича, ведь действительно его прижали, ведь действительно его со всех сторон ситуация для него такова, что у него выбора-то и нет. И он знал про этот брюссельский план, и он знал про то, что не нужна будет его подпись. И это было для него возможностью вот так вот перед населением выступить.
Но, с другой стороны, уже через какое-то время все узнают, что Косово отдали. Вот как бы в этой ситуации можно было бы поступить? И я придумала. Ну, сами понимаете, я не политик, я не стратег, и я не радиообещательным службам, но знаете, что можно было бы сделать? Поехать в Брюссель, но не доехать до Брюсселя. Нет. И Брюссель не должен знать, куда он делся. Ну, например, допустим, его там кто-то, ну, например, попал там в аварию, да, по дороге, или кто-то его арестовал, но не стал человек, ехал и не доехал. И никто не знает, и все друг другу перезваниваются, спрашивают, где у нас Вучич, он же должен присутствовать. Тогда в этом случае его не покажут, что он присутствовал на обсуждении и подписании этого договора. Правильно? Правильно. Ну, никто почему, но Вучич, видимо, все-таки хотел подписать этот договор. Теперь по поводу вот этого требования, которое выдвигало Евросоюз по поводу гей-парадов. Значит, смотрите, первыми, кто стал проводить гей-парады, еще когда Югославия существовала, это были словенцы. И в Словении были даже клубы уже тогда, клубы геев, и поэтому для них требование проведения гей-парада – это, в общем, естественный процесс. Хотели они и в НАТО, и в Евросоюз, нет проблем. Хорваты задумались, но согласились, потому что для них важнее было, опять же, вступить в Евросоюз и в НАТО. Но когда вот эти праздники шли по улицам Загреба, то хорваты, стоя вдоль дороги, говорили им, вообще это, обратите на это внимание, очень любопытно. Значит, хорваты говорили, это при том, что они ненавидят сербов, значит, говорили так: это вы у нас по нашим улицам идете спокойны, а вот посмотрите, что с вами сербы в Белграде сделают. Зная заранее, что сербы не позволят проведения этих парадов. Очень интересная ситуация была в Македонии. Просто я хлопала македонцам, которые вот так хитро поступили. Правительство Македонии не могло не согласиться на гей-парады. А вы знаете, что по количеству людей, которые представляли Македонию, допустим, там, неважно, Сербию, меньше всего было сербов и македонцев. Приезжали огромные толпы из Европы, и они основную колонну составляли. Но требование, кстати, Европы было, чтобы во главе этой колонны шел кто-то из правительства. Обязательно, чтобы показать, что это вот движение всей страны. Так вот, правительство Македонии выделило специальную комнату им, помещение, где все приехавшие из Европы, они там и кушали, и праздновали, и пили, и веселились, и готовились к этому параду. Вот. Вы знаете, что у македонцев есть такая особенность, они всегда не сразу бросаются в бой. Но в тот вечер, накануне проведения парада, бравые македонцы с палками ворвались в эту комнату, перебили всех, побили, скажем так, побили всех участников будущего гей-парада и спокойно вышли, закрыв за собой дверь. Гей-парад не состоялся. Но я говорю сейчас о первых годах. Ну, естественно, все были против Сараева в Боснии и Герцеговине, тут даже разговора нет, все не получилось. А вот с Белградом, Белград сопротивлялся сколько мог. Потому что сначала проводили парады традиционных ценностей, православные парады. Потом они стали параллельно с гей-парадами проводить, потому что руководство согласилось. Потом вот недавно, несколько лет не было гей-парада, потому что, да, потом гей-парад перевели из центра на какую-то такую загородную площадку, и очень всегда боялись, стояли автобусы всегда, и их быстренько, они походили там немножко,
повеселились, а их быстренько в автобусы и увозили, чтобы только сербы не собрались. Потом несколько лет не было. А вот сейчас опять появились сообщения о том, что гей-парады там будут пытаться провести. Но народ сопротивляется. У сербов есть такая одна национальная особенность. Они очень сильно защищают свою национальную идентичность. И еще вторая особенность, они за Россию готовы умереть. Вот когда в феврале месяце весь мир объявил нам санкции и бойкот, сербы нет. Причем сербы, знаете, какие? Они же темпераментный, южный народ. Они в случае опасности или беды в России, они сразу хватаются за пистолет. Они только через какое-то время будут думать, кто прав, кто виноват, и вообще нужно ли было защищать. Вот. Но сразу они готовы защищать, тем более Россию, даже забыв о том, что мы так плохо относились к ним в 90-е годы. Поэтому я думаю, что с гей-парадами в самой Сербии будет трудноватенько. Но будут. Вот. И поэтому вот это требование Евросоюза, оно сегодня, мы на него сегодня должны смотреть, мне кажется, с каким-то юмором. Хотя в Сербии, сами понимаете, премьер-министр Ана Брнабич вполне может теперь, будет кому возглавлять этот парад. А перед этим приходилось совершенно другой ориентации, нормальной ориентации людям возглавлять этот парад, чтобы удовлетворить требования Евросоюза. Большое спасибо, Елена Юрьевна, за ваши ответы. Коллеги, у кого-то есть еще вопросы? Да. Пожалуйста. Меня зовут Шахова Елена. В микрофон, пожалуйста, можете для перевода. Я из города Ульяновск, зовут меня Шахова Елена. Вопрос первый. Вопрос к обоим спикерам. Судьба Республики Сербской какова дальнейшая? Будет ли она независимым государством? Отвечу сразу. Будет. Я являюсь членом Сената Республики Сербской, поэтому этот вопрос мы обсуждали на заседании Сената. И часто, поскольку Сенат должен вести президент, мы Додика спрашивали. Вот. А он сказал, да, конечно, наша главная цель – это независимость или присоединение к Сербии. Но сейчас условий для этого нет. Поэтому цель есть, а условия ждем. И, в общем-то, и мы все должны в этом участвовать и эти условия создавать. Ну, Додик фигура такая очень яркая и очень сильная. Как долго он еще сможет оставаться у власти? И вообще, он слишком мешает определенным силам. Совершенно верно. Что только не делали против него. Ну, что только не делали. И очень интересно, он пришел к власти не сам, а его поставил Запад. Потому что считал, что этот человек сможет занимать полностью проевропейскую, проамериканскую политику. И он нам рассказывал, что когда он, еще будучи премьер-министром, сначала он стал премьер-министром, будучи премьер-министром, пришел в свой кабинет и увидел, что у него на столе лежит вот такая стопка документов, которые он должен подписать. Это документы передачи полномочий из Баня-Луки в Сараево. То есть от Республики Сербской вот к тому единому как бы в будущем централизованному государству. До него передали уже 68 полномочий. Он теперь хочет их вернуть, не получается, но передать. Поэтому вот тогда это был переломный момент, и он решил тогда попробовать отстаивать сербские интересы. И знаете, как он интересно очень рассказывал? Он говорит, приходит мне указание, не предложение, указание из Европы сделать то-то и то-то. Он говорит, я им отказываю, нет. Приходит снова, сделайте так-то и так-то. Он говорит, а я им опять отказываю, нет. Вот вы там уничтожаете свою полицию, а он говорит, нет. И он говорит, я жду завтра
меня арестуют. Послезавтра меня уже убьют. Он говорит, проходит день-два, все в порядке. Проходит неделя, меня не убивают и даже не звонят из Европы. Проходит 2 недели, он говорит, я понимаю, что Европе можно говорить «нет». И вот с этого времени Додик начинает им говорить не просто «нет», а демонстративно устраивает такие провокации, которые, наверное, ни один политик себе позволить не может. Ну, например, они перерезают какую-то ленточку, открывают какое-то предприятие, на котором должны присутствовать представитель Соединенных Штатов Америки, посол, и представитель России, посол России. И он говорит, я не начну никаких перерезаний, пока не придет посол России. А ему говорят, ну, американцы уже тут, вот уже там 20 минут нет русского посла, просто далеко ехать, вообще-то, на самом деле, из посольства в Баня-Луку. Вот, да, и он только так может сказать. Он говорит, если бы вы не приехали, говорит он американскому послу, я бы открывал это, если бы здесь был русский. А пока русские не приедут, я открывать не буду. Поэтому против него чего только не затевали. И были покушения убийства, и были политические всякие попытки дискредитации, его даже пытались арестовать. Была подготовка цветной революции у него, но как он из нее вышел, просто потрясающе совершенно. То есть все по плану, как вот на Украине было, как в Белграде было, все отрежиссировано, было потрясающе. Значит, все эти люди пришли на митинг уже с палатками. Значит, эти палатки сложили в отдельную сторону и должны были после этого митинга заселиться в эти палатки и сидеть там, протестовать против власти Милорадо Додика, вот, чтобы его скинуть. А Додик буквально, в 100 метрах, вот видно, организовал свой митинг, на котором был, например, да, кстати, на первом митинге была дочь Радована Караджича, чем очень удивила Додика, потому что она не должна была бы там быть. Зато на его митинге был сын генерала Младича, Дарко, который выступал и получил... И это, конечно, придало митингу совсем другой такой патриотический смысл. Вот. Но как только время заявки первого митинга истекло в 6 часов вечера, тут же уже были готовы автобусы, которые подогнали к этому митингу первому. Вот всех, полиция, тут же всех посадили в автобус, им кинули все палатки обратно, и все автобусы увезли. Значит, Майдана не получилось. Но были еще целый ряд инцидентов, которые как раз говорили о том, что власть пытались переменить. Более того, все время играли на разлад и на противоречия между политическими партиями. Это продолжается и сегодня. Но посмотрите внимательно на политическую ситуацию сегодня в Республике Сербской. Додик сумел подписать соглашение со многими оппозиционными партиями, потому что иначе это может привести действительно к развалу Республики Сербской. Если вы посмотрите на текст Дейтонского соглашения 1995 года, когда создавалась мирная Босния и Герцеговина, то очень писали это соглашение. У меня создавалось такое, у нас, у всех ученых создавалось впечатление, что писали люди, которые вообще к международному праву почти не имеют никакого отношения. То есть, глупее было нельзя. Вы представляете, мы же знаем, что какое государство существует, кроме обычного, федерация, да, существует, есть конфедерация и так далее. А они создали вот так вот Босния и Герцеговина без всего. Вот государство Босния и Герцеговина, предполагая в будущем, что будет единое мусульманское государство. А внутри есть федерация мусульманско-хорватская. И плюс еще есть Республика Сербская, которой не дали никакого определения. Она просто образование. И вот с этим ничего сейчас делать нельзя, потому что это все-таки Дейтон, и все придерживаются этого Дейтона. Мы когда анализировали Дейтон тогда, в 1995 году, мы все его критиковали, страшно критиковали. Мы его так ругали, каждый пункт там просчитывали
ругали. А теперь мы понимаем, что надо держаться за этот Дейтон, иначе Республику Сербскую задушат, и она не станет существовать. Значит, от чего зависит, сколько Додик останется? Ну, конечно, у них там есть правила, сколько он может быть раз выбран и как. Но мне кажется, что все-таки вот такие силы должен прийти патриот, если не он. Вот сколько продержится, но там все-таки сильная личность. Последнее, что хочу сказать. Вообще, вы заметили, вся эта ситуация, ну, я просто про балканскую говорю больше, чем про нашу, хотя наша тоже доказательство этого тезиса. Мы живем во время, когда очень важен личностный фактор. Ну вот можете себе представить, если на место Додика был бы кто-то другой. Все, Республики Сербской бы не было. А можете себе представить, что вместо Путина у нас был бы Абрамович или кто-то, я не знаю. Ну, мне кажется, вот... Борис Немцов. Вот, Борис Немцов, точно, он так стремился к власти. Понимаете, у нас вот личностный фактор играет роль, и победят только те, у кого сильные личности во главе. В данном случае вот у Сербии будут сейчас проблемы серьезные, вот, и мы должны это понимать, и ни в коем случае нам ссориться не надо с Сербией, даже если сейчас она будет нам вводить санкции, вот, потому что как только изменится их политическая верхушка, они снова станут нас любить и снова станут прорусскими. И общая у нас судьба. Вот мой прогноз такой. Мы побеждаем в нашей операции. Сербы все еще держатся и не вводят нам санкции, и поэтому вместе с сербами мы перестраиваем весь мир. Европа разваливается, Соединенные Штаты Америки разваливаются, и они не знают, куда же им деваться. Вот у них все совсем плохо. И денег нет, и газа нет, и нефти нет. И народ страдает, и кушать нечего, и умываться нечем. Вот, и они все выходят из Евросоюза и начинают думать, куда же присоединиться, больше некому, к Америке нельзя далеко. И все начнут, я имею в виду экономические, чисто экономические, политические, будут пытаться снова дружить с нами. Поэтому наш новый миропорядок, который мы устроим здесь, на нашей планете, он будет как раз прежде всего создавать государство или создавать международное право, которое будет уважать индивидуальность каждого государства. И никто никому ничего навязывать не будет. Поэтому сербам вот надо было бы Вучичу подумать о том, что чуть-чуть еще продержаться. Но не 27-го сдавать Косово февраля, а чуть-чуть бы продержаться. И тогда бы ему было легко, и он бы, может быть, и дольше продержался бы у власти. Спасибо. Я думаю, что после 25-го года все решится. Дело вот в чем, что мы победим где-то тут, вот, 24-й, 25-й год. Но нам потом нужно будет время на установление отношений с Европой. Вот это дольше продлится. Тут быстро не будет. А то, что мы победим, а они все рот откроют, это совершенно точно. Джавад, вопрос к вам. Я прошу прощения, у нас уже время. Можно мы еще кому-нибудь дадим? Один, последний. Время. Давайте мы завершающий вопрос кому-то дадим. Изволи. Пожалуйста. Хорошо. Да, здравствуйте, Елена Юрьевна. Меня зовут Мешков Ярослав, я являюсь студентом РГУ. Возможно, может быть, вы меня помните, мы с вами ездили на Балканском диалоге вот в прошлом году. Но вот хотелось продолжить немного тему косовского конфликта, потому что я по этой теме пишу как раз вот диплом, и я думаю, что он является одним из возможных вариантов развязывание второго фронта против России в рамках геополитического противостояния с Западом, потому что постюгославское пространство, как и постсоветское, являются идеальными регионами, где возможно создание такого нового фронта из замороженных этнополитических конфликтов. И вы говорили про Косово, то, что вот это соглашение, которое было якобы между Вучичем и Курти 27
февраля, что здесь Вучич сказал, что вот я там не подписал соглашение с Курти, что требовалось признание Косово, а Косово мы не признали, а оказывается, что уже было заранее все заготовлено, и только Вучичу остается, ну, сербскому обществу сказать то, что произошло, и поэтому Сербия уже обязана признать Косово. И в этом случае вы рассматриваете сценарий такой, что может ли произойти такое нагнетание обстановки, что таким образом Запад хочет специально создать отрицательный имидж образа Вучича, чтобы совершить там подобие цветной революции, как это было в 2000 году, и поставить более лояльные Западу политические элиты, которые уже без таких перегибов уже будут следовать проевропейскому курсу. И таким образом, если учитывать фактор Косово-Поле, 1389 год, то не будет ли в этом случае раскола такого в сербском обществе, что это может привести даже к гражданской войне и вообще к конфликтам внутри самой Сербии? Таким образом, чтобы сама Сербия оказалась в состоянии гражданской войны, если будет полностью признание Косово. Коротко скажу. Сербия не сможет военной силой войти в Косово, и там никакого фронта второго не будет. Это исключается, потому что там стоят войска НАТО. Что касается в самой Сербии, сопротивление этому процессу будет обязательно. Уже до сих пор выходит каждый день на улицы народ, протестует, есть лидеры этого движения. Вот хорошо бы они пришли потом к власти. Что касается Вучича, он уже больше будет Западу не нужен, он свое отработал, поэтому они будут подыскивать другие фигуры на это место. И здесь очень важно будут политические процессы внутри поиска лидера нового. К сожалению, оппозиция очень слабая, крайне слабая. Им некого выдвигать и не на что особенно рассчитывать. Поэтому вот здесь бы России помочь немножко. Вот пишите диплом, все там прогнозируйте и увидите, кого можно к власти привести. Да. Давай, только коротко. Сколько времени у нас осталось? Уже нету. Так, во-первых, я хочу поблагодарить Балканский клуб за такую конференцию и все остальные конференции. Я представлю Александра Шобот, председательница сербского землячества МГИМО. Нас здесь 7 в этом зале, тем более нас 4 из Республики Сербской как раз. И было очень приятно слушать. Эта конференция просто замечательная. Я даже не ожидала настолько хорошую конференцию. Спасибо вам большое, спасибо всем, кто помог. И я хочу особо Елене Юрьевне поблагодарить за такие хорошие слова, особенно про сербов из Республики Сербской. Очень приятно слушать и слышать это. И очень приятно слушать это от русских, особенно в такой ситуации. Спасибо вам большое, мы вас любим, мы всегда вас поддерживаем. Вот. И надеюсь, что вот будущее политики, молодые люди будут продолжать такую политику. Любовь к России, так скажем. У меня вопрос к Джаваду Галияшевичу. Я его задам на сербском, поскольку вот, соответственно, htjela sam da vas pitam da li imate, također hvala vam mnogo, bilo je jako zanimljivo i hvala vam za vaše racionalno gledanje, objektivno gledanje sve situacije na Balkanu. Želim da vas pitam koja je uloga mudžahedina u Bosni i Hercegovini, s obzirom da je to vaša neka sfera, pogotovo i interesovanja. Ako možete kratko, neću da previše. Meni je to interesantno, recimo i ne znam previše o tome. Uloga i uticaj na politiku u Bosni i Hercegovini. Mudžahedini dolaze iz Afganistana kao afganistanski veterani, ali prve grupe dolaze u stvari u vozilima Umprofora tadašnjeg Britanije i Francuske. Ako pogledate način na koji su dobijali imena, način na koji su djelovali, ako vidite da su sve vođe postale Abu Hamze, da je prvi Abu Hamza bio Lionel Dimon iz Rubea u Francuskoj, da je drugi Hamza bio Abu Hamza El Masri iz Londona, imam džamiju u Londonu, iz Finsbury Parka koji je doveden na taj prostor. Dakle, vidjeli ste da onda mudžahedini nisu imali samo tu vojnu funkciju, nego i radikalizaciju. Prve ritualno odsječene glave koje su trebale djelovati na Bošnjake, muslimane, da to isto rade, da to čine, bile su
odsječene glave na Tešanjskom ratištu, 4 ritualno odsječene glave. Poslije je to bilo masovno, dakle, kroz jednu vojnu formaciju Odred el Mudžahidin. Dakle, ta je formacija prilično poznata. U momentu završetka rata ona je brojala preko 2100 boraca. Dakle, registrovanih sa imenima i tako dalje. Vidjeli smo da je većina njih došla muslimana iz zapadnog svijeta. Preko zapadnog svijeta. Zamislite, dakle, kada smo pogledali njihove identitete, vidjeli smo Kristofa Kazea iz Francuske koji je bio Ebu Velid. Vidjeli smo Roberta Duvala koji je bio Ebu Muhamed. Vidjeli smo, dakle, uzimali su te muslimanska nadimke, neke ratničke boje, ali posebno je zanimljivo da su svi komandanti dobijali ime Abu Hamze. I tada smo vidjeli da u stvari je Zapad proučio istoriju Bosne i Hercegovine. Prvi važni Hamza u istoriji Bosne i Hercegovine bio je Hamza Orlović iz 16. vijeka. To je bio, dakle, čovjek koji je napravio i ustoličio jedini derviški tarikat u okviru Bošnjaka, a koji je ostvarivao globalni uticaj u Osmanskom carstvu, pogotovo na janjičare. Njegov uticaj je bio toliko velik da je osmanska vlast i tadašnji najveći učenjak islamski, šejhul Islam el Sud, morali su donijeti presudu da se on ubije. On je doveden u Istanbul. U to vrijeme u Istanbulu je najuticajniji čovjek, najvažniji čovjek, u stvari čovjek iz Bosne i Hercegovine, Mehmed Paša Sokolović. To je najvažniji veliki vezir u istoriji Rimskog carstva. Najvažniji paša jer je kao veliki paša, kao opsluživao 3 sultana, od Sulejmana Veličanstvenog do njegovog sina Selima II i na kraju Murata III. Dakle, zamislite sada da je Mehmed Paša Sokolović potpisao presudu za Hamzu Orlovića. Naći ćete ga pod imenom Hamza Bali Bošnjak, dakle Hamza Orlović iz Konjević polja. Njegov djed je bio ugledni vjerski učitelj i prvi musliman koji je prevjerio od oca Dimitrija. Dakle, i on se zvao Hamza Dede Orlović. Dakle, mala razlika. Vrlo često historiografija brka te, je li to jedan Hamza ili 2 Hamze. Dakle, Zapad je to proučio. Zapad je to proučio, pazite, i ta skretanja u vjeri koja je tada Hamza Orlović proučio u stvaranju derviškog tarikata i činjenica da je njegova glava odsječena u Istanbulu, da se ne zna gdje je sahranjen, i činjenica da je poslije samo godinu dana najmoćniji čovjek Osmanskog carstva, Mehmed Paša Sokolović, ubijen u svojoj kancelariji, iz koje je vladao od strane derviša iz Bosne, iz visokog pripadnika pokreta Hamze Orlovića. Govori vam koliko je to važno pitanje bilo za Zapad. Dakle, oni su napravili mit od jednog čovjeka koji je skrenuo u vjeri, o kome su najveći učenjaci dali da je njegovo skretanje u vjeri eminentno, da on nije razumio islam, da je to neko posebno viđenje takozvanog sobetskog islama, slava posebnih i tako dalje, da čak način na koji on razumije ulogu poslanika i ulogu knjige je apsolutno neprimjeren islamu. Dakle, i da je zbog toga ubijen. Dakle, Zapad je to proučio i sve komandante vojnih jedinica u okviru El Mudžahidin, on je imenovao i komandire kao Abu Hamza. Zadnji Abu Hamza bio je Iman Avad. Jedan Abu Hamza, dakle imali smo 10 Abu Hamzi, to je malo poznato. Većina ih je došla preko Zapada. Većina je najmasovniji ratni zločini. Najmasovniji. Ni islamska država, ni Al-Qaida u Siriji i negdje nisu tako brutalno, ritualno odsjecali glave kao taj odred za koji pitate na Vozućkom ratištu. Dakle, možete misliti da je 192 vojnika Vojske Republike Srpske brutalno ubijeno od strane tog odreda El Mudžahidin i da su im svima odsječene glave. Da je 55 bilo predmet suđenja u Haškom tribunalu. Malo je poznato da je za zločine Mudžahidina i ta ritualna klanja osuđen glavni komandant vojske Alije Izetbegovića, muslimanski komandant Rasim Delić, koji je u Hagu dobio 3 godine zatvora. On je od stida umro jer nije rekao da on u stvari nije komandovao Mudžahedinima, da ih je htio protjerati, ali da je glavni komandant Mudžahedina bio Alija Izetbegović. Dakle, on je se zato branio ćutanjem. Njegov načelnik generalštaba,
Enver Hadži Hasanović, general, i komandant 7. muslimanske brigade Amir Kubura, pukovnik, također su osuđeni u Hagu. Dakle, i dobili su, jedan je dobio 3 godine zatvora, drugi je dobio 20 mjeseci zatvora. To jesu simbolične kazne za stepen zločina koji je počinjen, ali to su prvi ljudi muslimanske armije. Vrlo je slabo eksploatisana ta činjenica da su glavni komandanti muslimanske vojske osuđeni upravo za te zločine mudžahedina, da su osuđeni samo zbog 55 ubijenih, dakle, pripadnika srpskog naroda i ritualno su im svima odsječene glave. Da je jedna muslimanska vještakinja, vještak, sudijski vještak Sabiha Brkić-Silajđić analizirala 10 pronađenih dijelova tijela srpskih vojnika i rekla da su svi bez glave. Zapisala u svome izvještaju za Haški tribunal da su bili zavezani tankom srebrnom žicom, da su nekim odsječena 3 prsta, da su svi, dakle, bez glave. Dakle, kad pogledate tu činjenicu i kad vidite da je upravo kao posljedica toga u sudu Bosne i Hercegovine prije nekih 6 mjeseci završen proces komandantu koji je bio komandant korpusa, koji je bio produžena ruka Alije Izetbegovića u komandi mudžahedinima, on se zove general Sakib Mahmuljin. General Sakib Mahmuljin je osuđen na 8 godina zatvora. Sud, nakon izricanja pravosnažne presude, nije donio odluku da se on odmah uhapsi, da se privede na izdržavanje kazne, što kaže zakonodavstvo Bosne i Hercegovine. Kada dobijete 5 godina zatvora, dan više, odmah idete na izdržavanje kazne, odmah morate biti uhapšeni. Njemu je dato vrijeme da pobjegne u Tursku. Negdje u Tursku je i sada ne izdržava tu kaznu. Zločini mudžahedina su velika sramota, dakle, prvobosanskih muslimana koji nikada nisu konsekventno osudili, osim ovih osuda koje ja govorim. Ali vi znate da takav razgovor, kada objektivno posmatrate činjenice, nailazi na te kvalifikacije iz poluobrazovanog miljea da ste izdajnik, da ste izdali bosanske muslimane. Oni koji su klali brutalno svoje komšije su izdali islam, izdali su muslimane, oni su to radili po zapadnim modelima. Dakle, malo je poznato da u vrijeme dok su mudžahedini klali Srbe na Vozućoj, na Ozrenu, u operaciji koju su nazvali Farz, i u drugoj operaciji koju su iz Tuzle vodili kao operaciju Uragan, da je Zapad 7 dana prije toga poveo svoju operaciju koju je nazvao Deliberate Force, koji je nazvao namjerna sila. Zapad je podigao avijaciju. Zapad je 7 dana prije nego što je pokrenuo mudžahedine, podigao avijaciju, napao na sve utvrđene položaje, komandna mjesta, rovove i telekomunikacije Srba na Ozrenu, dakle, stvarajući uslove mudžahedinima za ova klanja. Zapad je sa svojom operacijom iz vazduha i napada na vojsku Republike Srpske završio 3 dana poslije slamanja Vozuće, poslije onoga i etničkog čišćenja koje je naknadno pravljeno. Dakle, nije ta bitka trajala samo 10 dana, kako se često, još su čišćenja trajala 10-ak dana. Tada je Zapad završio i svoju operaciju, jer je želio da bude siguran da je ta procedura čišćenja na terenu završena sa Srbima. Taj dio Ozrena je negdje površine oko 400 kvadratnih kilometara. Ozren u stvari predstavlja 2% ukupne teritorije Bosne i Hercegovine. Manje od 1% je ova teritorija koja je etnički očišćena, sa koje je otjerano oko 26.000 pripadnika srpskog naroda, da je sa tog prostora na tom prostoru je spaljeno 66 naseljenih mjesta. Srušeno je 10 pravoslavnih crkava i 1 srednjevjekovni manastir. Uništena su sva pravoslavna groblja. Vrlo malo se Srbi vraćaju na ta područja. Ja sam čovjek koji je 2000. godine izabran da vodim jednu opštinu u Bosni i Hercegovini. Tada sam bio u politici. To je opština Maglaj. Na području te opštine instalirali su u jednom srpskom selu Bočinja, instalirali su taj odred El Mudžahidin. On je trebao garantovati da se Srbi nikada neće vratiti na Ozren. Prva stavka moga programa, morate shvatiti da je to bilo teško 2000. godine, prva stavka moga programa je bila da ću vratiti Srbe njihovim domovima i istjerati tu islamsku sramotu, te sramotne mudžahidine, te ubice i koljače.
Ja sam to uradio u roku od 6 mjeseci. Do januara, dakle 2001. Sve sam ih deložirao. Oni su blokirali puteve, ucjenjivali moju glavu za cisterne goriva 2. Ugrozili moju porodicu, moju djecu, dakle maloljetnu koja su tada išli u osnovnu školu. Slali mi poruke da će... Ja sam dovršio taj proces. Dakle, oni su se poslije rasuli po Bosni i Hercegovini, pa je pitanje koliko je moja poštena namjera u stvari dala poštene rezultate. Napravili su 100 vehabijskih naselja danas u Bosni i Hercegovini. Kupovali su kuće tamo gdje god se Srbi nisu htjeli vraćati. Dakle, te vehabijske komune pretvorene su u paralelne vjerske zajednice, takozvane paradžemate. Jedino je islamska zajednica i Novi Reis Ulema pokušao to staviti pod kontrolu džamije, pod kontrolu islamske zajednice. Mogu reći da su njegove izjave tada bile jedina podrška onim naporima koje sam ja pravio. Međutim, to nije bilo dovoljno. Pitanje mudžahedina u Bosni i Hercegovini nije primarno vjersko pitanje, nego primarno bezbjednosno pitanje. Pitanje pravnog poretka. Oni su morali odgovarati, oni su morali biti kažnjeni za ono što su radili. Oni su morali biti protjerani iz države kao strani državljani koji su zloupotrebili ustav i ubijali državljane Bosne i Hercegovine na jedan brutalan način. Dakle, te sramote mi se nismo riješili. Ta sramota još uvijek živi u Bosni i Hercegovini. To su ostaci tog odreda El Mudžahidin, koji je imao i ovu sramnu ratnu ulogu, ali je imao i tu misionarsku ulogu da vjerovanje bosanskih muslimana pomjeri u ovom pravcu radikalizma, da ih ne utemelji u učenju knjige i poslanikovom sunetu, nego da ih utemelji u tumačenjima muslimanskog bratstva. A pogledajte u stvari da su mehanizmi muslimanskog radikalizma stvoreni u Velikoj Britaniji. Da je u stvari prvo učenje vehabizma, dakle ono što mi zovemo vehabizam, govoreći o Muhamedu ibn Abdul Vehabu, to ime je nastalo iz pogrešnog uvjerenja da je njemu ime Abdul Vehab, a ne da je on sin Abdul Vehaba. Dakle, taj Muhamed je u stvari bio instruisan od oficira britanske kraljevske mornarice Hemfera, visokog obavještajnog oficira i usmjeren da u stvari artikuliše jedan novi vjerski pogled koji će oponirati takozvanom hanefijskom mezhebu Osmanskog carstva, pravnom i dogmatičkom učenju Osmanskog carstva i time stvoriti uslove da se muslimani, dakle u Saudijskoj Arabiji i muslimani Osmanlije sukobe i ratuju jedni među drugima. I on je takvo učenje formulisao. Dakle, ono što je obilježje vehabijskog učenja, onoga što mi zovemo vehabijsko učenje, jeste upravo sposobnost i pravo da se i muslimani nazivaju neprijateljima i da se kao takvi ubijaju, da se nazivaju nevjernicima i da se kao takvi legitimno ubijaju. Kada vidite da su Britanci to učenje, dakle, usmjerili i da su poslije 1928. godine u želji da kontrolišu dekolonizaciju na koju su bili prisiljeni i da fragmentiraju Indiju, formirali muslimansko bratstvo. Oni su preko Hasana al-Bane formirali muslimansko bratstvo. Ono je bilo instrument njihovog geopolitičkog djelovanja u islamskom svijetu. Danas ima preko 60 organizacija, u 60 država djeluju. To je teroristička organizacija. Neke države su to shvatile kao činjenicu. Ta organizacija muslimanskog bratstva je dala političku platformu na kojoj se implementira ovo vjersko učenje i na kojoj se ruše stabilni politički sistemi, na kojoj se muslimani međusobno zavađaju, na kojoj se pokreću unutrašnji ratovi u Siriji, u Libiji i tako dalje, na kojoj se stvaraju budući teroristi i ojačava, dakle, instrument terorizma, instrument Al-Kaide, instrument islamske države. Zahvaljujući njima mi smo povjerovali u masovno postojanje bombaša samoubica. Dakle, mi nismo vidjeli da nema toliko bombaša samoubica koliko je bilo ucijenjenih muslimana, prisiljenih da na određenu tačku, u određenoj torbi, rusaku, prsluku, donesu određeni teret koji bi bio aktiviran daljinskim eksplozivom. A ako to ne urade, da će im porodica biti pobijena i bila je pobijena, čak i kada su to uradili. Dakle, a mi smo onda prihvatili i u islamskom svijetu i muslimani da govorimo o bombašima, samoubicama koji su postali gotovo masovan produkt islamskog učenja, što je bila apsolutna besmislica. Husein Efendija Kardavi, Jusuf, dakle, on je
doprinio tome pišući jednu fetvu, on je legalizovao bombaše samoubice. On je donio rješenje kojim je u stvari kroz alegoriju postavio jasan princip da tumačeći prvu islamsku dužnost svjedočenja za Boga i njegovog poslanika, ako možete pobijediti neprijatelja ili ga zaustaviti ili ga prestrašiti svojim životom, on kaže učinite to, Allah će vas nagraditi. To je bila legalizacija samoubica, to je bilo vraćanje samoubica u sistem islamskog vjerovanja. Dakle, mudžahedini su to donijeli u Bosnu, mudžahedini su to donijeli u Evropu. Evropski muslimani danas su upravo rastrgani između one misionarske uloge koju su mudžahedini ovdje obavljali, dakle, obavljali su i za zapadne zemlje, ne za islam. Dakle, i mi danas dugo ćemo imati problem s tim. Rusija će to imati na svojim granicama, problem sa tim. Rusija to ima u Dagestanu, u Ingušeti, ima tamo, dakle, i mnoge terorističke akcije tamo se dešavale. Čak i ovaj teroristički akt u Brjansko, ako pogledate upotrebu NATO naoružanja, njemačke puške i slične stvari. Ja bih postavio pitanje da li u ukrajinskom narodu postoji taj potencijal specijalnih snaga sposoban da dođe u jedan grad, u jedno mjesto u kome žive Rusi i da puca na djecu. Oprostite mi što sumnjam u to i što hoću da povjerujem da su ovo bili NATO specijalci u ukrajinskim uniformama, instruisani od ukrajinske svakako obavještajne službe, u funkciji tog rata koji vodi ukrajinska vrhuška danas protiv Rusije, dakle da spremni to uraditi, ali vjerujem da ne mogu da prihvatim činjenicu da u ukrajinskom narodu mogu postojati dakle, takvi potencijali. Nažalost, kod bosanskih muslimana javili su se ti potencijali, oni su se raširili, počeli su da vjeruju da je to dakle, islam i mi ćemo dugo imati problem dakle, sa procesom deradikalizacije. Oprostite, malo je duže bilo. Hvala puno na odgovoru. Hvala. Imala bih još puno pitanja, ali već je vrijeme da se završi. Hvala vam. Ali sa ovom svrhom mi smo tu, da bismo razgovarali o svim ovim temama i naravno hvala vam lijepo što ste tako precizno ispričali o svim ovim problemima koji su bili 90. godina i prije i koji, nažalost, i sada postoje на Балкану. Я думаю, что мы можем потихоньку переходить к завершению нашего вечера, нашего мероприятия, нашей сегодняшней совместной лекции. Еще раз от лица Балканского клуба хотел бы поблагодарить Елену Юрьевну и уважаемого господина Галияшевича за то, что вы сегодня выступили с очень интересными лекциями, докладами на темы, которые охватывают не только Балканский полуостров, не только Балканский регион, Юго-Восточную Европу, но и в целом регион Восточной Европы, всей Европы и многие аспекты глобального характера. И, конечно же, от лица Балканского клуба еще раз хотел сказать, что для нас всегда ценно, когда специалисты такого уровня могут посетить нас и, соответственно, ответить на наши вопросы. И, конечно же, не в целях рекламы, но в целях наших дальнейших планов хотел бы анонсировать то, что в марте у нас будет цикл мероприятий по культуре. Всех призываю следить за нами в соцсетях. Мы будем своевременно выставлять анонсы наших мероприятий. Будет много интересного. В апреле будет наша ежегодная конференция по не по современным, оговорюсь, по историческим проблемам в этом году на Балканском полуострове. Большое спасибо. И прежде чем мы закончим, я бы еще попросил всех встать на общую фотографию. Спасибо.